Всем привет! Надеюсь, меня достаточно хорошо видно и слышно. И сразу приступаем к теме нашего стрима. Сегодня мы говорим о классификации боевых искусств. На самом деле тема достаточно спорная, и на этот счет масса существует мнений и не меньше классификаций. И учитывая то, что мы с вами достаточно много говорили о боевых искусствах, преимущественно о китайских традиционных боевых искусствах, и о их применении, о их, собственно, цели основной, и о том, какие боевые искусства реально остались боевыми, какие из них служат этой самой боевой цели и так далее. И вот сегодня я предлагаю коснуться уже классификации. Да? В принципе, мы к этому вопросу так или иначе подходили на нашем канале, но вот сегодня несколько подробнее об этом мы можем поговорить. Давайте я сразу поставлю какой-то видеоряд, который, я надеюсь, немножечко хотя бы может нас всех сориентировать в том, о чем мы сегодня будем говорить. И, в частности, там мы увидим всего несколько боевых направлений основных. Ребят, кто интересуется более широким веером боевых искусств традиционных, перейдите на плейлист нашего канала «Стили и направления боевых искусств». И там, соответственно, вы получите всю исчерпывающую информацию, не исчерпывающую, конечно, мы еще нашими стримами и видео не исчерпали всех вариаций боевых искусств, даже китайских, не говоря уже о других каких-то, да. Ну вот, кстати, давайте сейчас я сразу поставлю, собственно, видео, о которых речь шла, да. Я постарался их разбить по некоторым группам, да, для того, чтобы было хотя бы какое-то представление, о чем мы сегодня будем вести речь. Но первое, с чего бы я хотел начать, это с того, что вообще-то, когда говорим о классификации, первое, что приходит в голову, когда мы говорим именно о боевых искусствах, не о спорте, постспорте, самообороне так называемой, о различных единоборствах, восточных, невосточных, западных, там бог его знает каких. А когда мы говорим о боевых искусствах, в первую очередь, конечно, что приходит в голову, это географический признак, да? Чаще всего, когда мы вспоминаем о боевых искусствах, мы говорим о каких? Ну, каких-то индийских, там, как правило, на севере Индии до сих пор еще как-то существующих, да. Когда мы говорим о боевых искусствах, мы вспоминаем о японских, вьетнамских, корейских, китайских боевых искусствах, о боевых искусствах, которые попали на Запад и там достаточно хорошо прижились и даже уже стали такими, ну, по-своему западными. Вот если вы вспомните наши беседы о Винь Чунь, о различных его рукавах, направлениях и прочем, неоднократно упоминалось на нашем канале, что в сущности можно уже говорить о латиноамериканском, турецком Винь Чуне, например, европейском, там, скажем, немецком и так далее. То есть на самом деле, конечно, боевое искусство, попадая в какие-то другие регионы, трансформируется, меняется, изменяется и под воздействием местного менталитета, например, под воздействием местных, в том числе боевых и околобоевых каких-то традиций, представлений о бое. Значит, модификация может быть связана с большей или меньшей криминализацией того региона, в котором боевое искусство распространяется, ну и прочее подобное, да? Такая вот история. Но, кстати, что интересно, мне так кажется, я, возможно, ошибаюсь, и я не проводил, конечно, специального исследования, но в сущности мне кажется, что регионы более криминализованные к боевым-то искусствам не тяготеют. Как правило, либо каким-то вооруженным практикам, таким колюще-режущим и огнестрельным, да, либо к практикам постспортивным, поскольку они всегда в доступе и достаточно легко найти что-то, где-то позаниматься там в юности, да, а потом пополнить ряды там криминала, например, да. Чаще всего такая история. То есть в более криминализованных регионах, мне кажется, к боевому искусству меньше как раз обращаются. И, наверное, в этом есть свой смысл. Мы уже с вами говорили о том, что боевые искусства, как правило, создавались и формировались людьми, ну, достаточно интеллектуальными, развитыми и образованными. А криминальные регионы, как правило, страдают, вот, ну, все-таки, согласитесь, недостатком того, другого и третьего. Да? И в этом смысле, конечно, в более развитых каких-то регионах, наверное, тяготение к боевым искусствам все-таки несколько выше, да? Хотя бы по этому признаку.
Ну и кроме того, надо отметить, что вообще доступ к тренировкам, постоянной практике боевого искусства, это такой достаточно ограниченный все-таки доступ, несмотря на то, что появляются какие-то там, ну, такие фитнес-боевые искусства, и они представлены, ну, по-своему широко, но когда мы говорим о боевых искусствах, как они и есть, о реально боевых практиках, да, таких прикладных практиках, вот, то, конечно, тут вот географический принцип все-таки достаточно слабеет, и в более криминализованных каких-то регионах явно меньше представлены такие вещи, а в более централизованных и менее криминализованных, как правило, да, значит, все-таки боевые искусства больше представлены. То есть тут вот возникает такая вот странная зависимость одного от другого. Но в сущности все равно едва ли мы можем себе представить какой-то регион, разве что каких-то бушменов, например, живущих там в буше, которые не слышали о боевых искусствах и не имеют о них какого-то реального представления. Да? Виктор пишет: приветствую тебя, Станислав, рад видеть. Привет, Виктор, я тоже очень рад тебя видеть. И продолжаем классификацию боевых искусств. Значит, вот по географическому признаку достаточно просто это вроде бы проявляется, но опять несколько позже мы увидим, что географический признак тоже сильно страдает и не всегда срабатывает так, как нам кажется. Ну, например, когда мы говорим, скажем, о японских боевых искусствах, чаще всего первое, что возникает в голове в качестве именно боевого искусства, еще раз, не спортивных единоборств, а боевых искусств, да, первое, что возникает в голове, ну, это там окинавские такие боевые направления, которые тоже называются карате, разве записываются только по-другому, чем привычная нам вот эта, значит, аббревиатура, ну, вернее, запись. Сейчас это, помните, после фунакоши это записывается как пустая рука, а раньше такой же иероглиф, вернее, другой иероглиф, который читался тоже кара, означал китайская рука, да. Так вот, окинавские техники вспоминаются в первую очередь, уже во вторую очередь чисто японские какие-то уже модификации окинавских, а точнее китайских техник, да, ну, такого рода вещи. И джиу-джитсу, наверное, вспоминается, да, которая тоже имеет отношение все-таки к боевым искусствам. Еще раз, мы говорим сейчас о рукопашных боевых практиках, мы не вспоминаем там, например, какие-то такие практики, как кендо, например, или будзюцу, там и прочее подобное. Окей. Когда мы вспоминаем там, например, ну, думаем о Таиланде, в первую очередь приходит в голову муай-тай, но муай-тай, я еще раз хочу напомнить, это не боевое искусство уже, это спортивное единоборство. Несмотря на то, что это не входит в программу Олимпийских игр, я думаю, все понимают, что спортивное единоборство далеко не все входят в олимпийскую программу, просто не является олимпийским, да? Но это модифицированный когда-то муай-боран, существовавший, да, старый бокс так называемый, вот, и мало кто, думая о Таиланде и о боевых искусствах, думает о муай-боран, который сильно отличается, на самом деле сильно технически отличается от муай-тай, как мы его знаем, да. Когда мы говорим там о корейском регионе, например, там, естественно, тоже возникают мысли о тэквоне, там, например, мысли о тэквондо и о разных подобных каких-то практиках с примерно такими же сюжетами, о которых сказано было несколько раньше. И, наконец, ну, вьетнамский, естественно, да, мы можем вспомнить регион, который сильно, так же, как и Окинава, под сильным влиянием Китая находился. И, кстати, с распространением Китая, с завоеванием, значит, более мелких регионов на юге Китая, юго-западе Китая, вьеты, как вы знаете, наверное, были частично ассимилированы, частично оттеснены на территорию современного уже Вьетнама, да, но все равно как корейский, японский, так и вьетнамский регион находился под сильным влиянием Китая, потому что на протяжении целого ряда веков Китай был самой продвинутой державой, и его, наверное, ну, вот в современном мире можно сравнить только, ну, я не знаю, с чем там, с Соединенными Штатами, с Францией, например, там, с Швейцарией, я не знаю, ну, вот по уровню жизни, по достижениям различным и прочему подобному, да, в сравнении с другими регионами, там, восточными какими-то. Вот. И в этом смысле, конечно, ориентированность на Китай была достаточно большой, и окружающими
странами были восприняты там ханьские иероглифы, и когда-то во Вьетнаме писали, еще относительно недавно писали как раз китайскими иероглифами, вот этими ханьскими, да. Значит, в Японии до сих пор сохранилась запись вот этих вот, на самом деле, иероглифов, которые читаются в Японии совершенно, конечно, по-другому, чем в китайском языке, что вполне логично, но зачастую до сих пор еще означают примерно то же самое или вообще то же самое, да. То есть вот эта вот письменность, она была воспринята из Китая тоже. Такая же история была в корейском, вот этом вот на Корейском полуострове, когда там тоже на протяжении продолжительного времени использовали китайские ханьские иероглифы, а уже позже, значит, перешли на такую корейскую азбуку, да, ну и прочее, прочее. В общем, вот эта вот вся история, такая вот влияние Китая на все прилежащие регионы достаточно большая, и мы знаем, что Китай, вот как мы на прошлом стриме говорили с вами, когда говорили о Шуайтяо, мы говорили о том, что Китай легко ассимилирует в себя другие народности, даже такие народности, когда вот, значит, династийно монголы присутствовали на троне китайском, да, тем не менее они были тоже поглощены, впитаны там и так далее, и Китай не стал Монголией, а остался Китаем. Вот. И в этом смысле все народности, которые поглощались Китаем, когда Китай расширялся, распространялся на юг, на юго-запад, на юго-восток, значит, все эти народности тоже, мы сейчас их считаем китайцами, да? Хотя китайцы, значит, внутри самого Китая различают сильно одного от другого, и не только по языку, вот говорят диалекты китайского языка, на самом деле диалектов не существует. Диалекты, я себе представляю, например, есть московский диалект, есть владимирский диалект, есть дальневосточный диалект, но это все, например, тот же самый русский язык. Но когда мы говорим о китайском языке, там не диалектность, конечно, это разные языки, вообще разные, просто принципиально разные. Разные по звучанию, иногда сходному, иногда совершенно не сходному, пользующиеся одними и теми же иероглифами, но при этом построение фразы может быть разным в разных этих языках. Наиболее известные, значит, так называемые диалекты, на самом деле языки, еще раз, это китайский или мандарийский диалект, это кантонский диалект и шанхайский диалект. Вот три, наверное, самых таких распространенных, хотя существует масса еще каких-то, значит, местных диалектов. Но таким государственным все равно является пекинский, мандаринский диалект, да, в Китае. Все, что я сказал, это важная такая достаточно тема, потому что сейчас, когда мы будем говорить о распространении боевых искусств, о их существовании внутри Китая, вы обратите внимание на то, что вот эта информация как раз нам послужит в качестве основы некой. Богдан пишет: Станислав, рад видеть тебя. Привет, Богдан, тоже рад тебя видеть. Вот. Таким образом, вот по географическому признаку мы немножечко с вами поговорили, но мы увидим, что здесь есть отклонения от реальной логики, и вот скоро мы с ними ознакомимся. И на всякий случай еще раз напомню кратко то, о чем мы говорили тоже в прошлом стриме. Я напомню, что Китайская академия Вушу, которая зачастую классифицирует боевые искусства вот самыми разными способами, да, в том числе такими способами, которые в себя вмещают и классификацию, не относящуюся к боевым искусствам. В частности, когда мы говорили о шуайдяо, о такой борьбе, да, мы с вами говорили о том, что это не боевое искусство, естественно, это такая спортивная практика, несмотря на то, что она не входит в Олимпийские игры, да, тем не менее, это спортивная практика, вот, но все равно имеющая отношение к деятельности Китайской академии Вушу, но это не значит, что эта практика является боевой опять, да. Вот это вот важно помнить, потому что мы сейчас будем обо всем этом говорить. Значит, теперь вообще о боевых искусствах, ну, в частности, китайских, да, вот мы сегодня больше всего будем говорить, потому что все-таки этот регион представляет наибольшее количество совершенно не похожих друг на друга боевых практик, а иногда и не боевых, о которых мы тоже с вами уже говорили. И, в частности, когда мы говорим вот о боевых искусствах китайских, то здесь надо еще остановиться, наверное, на терминологии, да. Дело в том, что вот, например, та терминология, которой мы сегодня пользуемся, традиционные боевые искусства или традиционные китайские боевые искусства, да, это такая вот терминология, которая от нас исключительно идет. Ну, например, Китайская академия Вушу это несколько по-другому называет. Вот, собственно, она вот называется Китайская академия Вушу, боевых искусств буквально. Но сам термин Вушу, он такой, ну,
честно говоря, он всплывал на протяжении всей истории, но на сегодняшний день под этим термином объединяется все подряд, просто все подряд, что хоть немножечко где-то напоминает двигательные программы боевых искусств. В частности, к термину вушу сейчас относят не только практику, связанную с холодным оружием, с оружием традиционным, например, кулачные практики, то есть такие рукопашные практики, боевые, но к этому относятся совершенно не боевые практики, такие как нейгун или цигун, да, отдельно отстоящие, например, которые входят в состав боевых искусств в том числе, но есть ряд людей, которые отдельно практикуют, например, нейгун, и это уже, конечно, не является боевым искусством. Вот. Сюда же к этим практикам относят, как ни странно, спортивные практики, такие как вушу таолу и вушу саньда, которые не являются боевыми, они являются спортивными, если хотите, постбоевыми, да, но, по крайней мере, не боевыми точно. Вот, но все равно Китайская академия вушу этим занимается. Так что вот такой вот момент существует, тут важно не путаться в этом, я просто кратенько хотел об этом напомнить. Но на самом деле гораздо раньше были и другие термины. Например, был такой термин кошу. Кошу это, искусство страны, если буквально переводить. Ну, имеется в виду, естественно, Китай, Джонгко. Шо означает искусство в принципе, и к этому понятию, как у нас пишут гошу, не гошу, а вот так, какого-то гошу, как бы имеет в виду, очевидно. Так вот, значит, под этим термином вообще скрывается много чего, не только боевые искусства, но и разные другие, ну, такие как каллиграфия, как изобразительное искусство и что угодно еще, да. То есть это более широкое понятие, чем, например, боевые искусства. Вот. И под этим термином, в том числе, да, где-то там краешком подразумевают и боевые искусства. Был такой термин. Был термин это буквально тоже боевое искусство, записывается, как вы понимаете, другим иероглифом, там О остается, вот это вот боевой, да, а вот второй иероглиф и означает искусство, но... Понимаете, тут вот есть разница между искусством и искусством. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, просто понятие шо, вот это вот, имеет отношение еще и к практикам такого ритуального характера. Я уже не знаю, как это лучше сказать, да, ну вот примерно так. Оттуда берет свое название этот иероглиф. А когда мы говорим «и», это искусство вот в буквальном смысле, как мы себе сейчас представляем, да. Поэтому вот такой вот термин тоже был, и это старый термин времен императорского Китая, да, вот тогда не называли это все вушу. Вот. И, наконец, есть такой термин «чуаньфа». «Чуаньфа» – это, если буквально, принципы работы кулаком. Вот, наверное, так было бы правильнее всего. Но на самом деле под этим термином, конечно, скрывается представление о рукопашных практиках. И на сегодняшний день правильнее, конечно, подобные вещи, подобные практики боевые называть именно чуаньфа. И мы о них именно говорим больше всего. Или, как у нас пишут, тюаньфа. Понятно, что это очень хромающая такая транскрипция, совершенно идиотичная, не имеющая отношения никакого к реальности. Там китайского языка, например, и к тому, как это стоило бы произносить, там вот первое, даже вот это вот «ц» смягченное, на самом деле там звук «ч», такой вот «ч», который между мягким «ч» и «ц» вот каким-то. Даже вот в этом смысле мы не попадаем никак, но, к сожалению, в русском языке, например, и во многих славянских языках таких звуков просто не существует, да, которые существуют, например, в китайском языке. Окей. Вот. Таким образом, когда мы говорим о классификации, связанной с терминологией боевых искусств, да, наверное, имеет смысл все-таки говорить именно о рукопашных практиках, мы о них больше всего говорим, и называть это чуаньфа. Но я понимаю хорошо, что не всем это дается с точки зрения там, артикуляции и произношения совершенно других там, слов иноземных и прочего. И вот поэтому нам, к сожалению, приходится пользоваться таким термином, как традиционные боевые искусства, например. Да? Ну окей, пускай так и будет. Есть еще один термин кунг-фу или гонг-фу, или там как угодно еще, на кантонском наречии, вернее на кривом кантонском, когда вот считывают как раз с плохой транскрипцией, это звучит как кунг-фу,
или кунг-фу, вот на последний слог делают ударение, например, да, на мандаринском это кунг-фу, это, ну ладно, не буду вдаваться тоже в подробности, это умение, мастерство, навык. И в сущности понятие кунг-фу, я уже говорил, имеет отношение к мастерству в любом абсолютно деле. Если я хороший художник, то я обладаю кунг-фу, если или сам являюсь кунг-фу. В сущности это заслуженный человек, да, заслуженный в буквальном смысле мужчина, как ни странно. Вот. Если я хороший повар, то тоже я кунг-фу или я занимаюсь кунг-фу. Если я бегун хороший, это тоже кунг-фу и так далее, и так далее. То есть в этом смысле пристращивать боевые искусства к этому термину, ну это так себе. Но в основном это произошло на Западе благодаря гонконгским боевикам. И как-то вот закрепилось представление о том, что боевые искусства, там китайские, например, это кунг-фу. Хотя это, конечно, далеко не так. Но все равно я должен был об этом как-то сказать. А теперь, когда мы о более таких тонких и правильных классификациях говорим, которые, к сожалению, все равно хромают очень сильно, значит, есть классификация по северу и югу. Да? Вася Васин пишет: «Минасан кончила». И вам доброго дня, Вася Васин. Значит, когда делят на северные и южные школы боевые искусства Китая, например, то это, ребят, ну такая история достаточно тоже натянутая. Даже не знаю, с чем это сравнить, но вы сейчас убедитесь в том, что это деление слишком искусственное, не отражающее реальных каких-то особенностей тех или иных боевых искусств, о которых вот мы, в частности, сегодня тоже будем говорить. И, значит, давайте мы сразу тогда скажем вообще, что приписывают северным и южным боевым направлениям. Это, наверное, важно, потому что если вы будете проводить собственные исследования, ну, например, вам захочется узнать побольше о том или ином боевом искусстве, вам захочется для себя что-то подобрать, может быть, или у вас где-то неподалеку находится клуб боевых искусств, который преподает там, я не знаю, что там, вуданские направления, баджичуань, там, например, и так далее, да, и у вас возникает вопрос, а что это вообще такое, вот что это за название? Вот, вы лезете в интернет, например, начинаете там что-то находить, и там написаны какие-то общие слова, общие фразы, чаще всего вообще маркетинговые какие-то, что вот это боевое направление самое лучшее, а в другой статье, например, или на другом видео вы найдете сообщение, что это самое плохое боевое направление и так далее. Ну, в общем, вот эта вот вся история. Но, очевидно, в этих вещах надо разбираться немножечко, поэтому вот мы сейчас будем говорить об этом. Вот. И когда говорят о северных боевых направлениях, да, чаще всего считают, что для северных стилей характерны широкие высокие позиции. Большое количество ударов ногами, многочисленные перемещения, в то время как южные стили характеризуются низкими позициями, малоподвижностью, в смысле малой перемещаемостью, да, что ли, упором преимущественно на действия руками. Но на самом деле, конечно, мы с вами разбирали, уже даже обращались к таким боевым направлениям, которые никак не попадают в эту схему, да, являются, как ни странно, какими-то исключениями. Но странно говорить об исключении, когда речь идет, например, о боевом искусстве, которое по своим характеристикам, по объему тренирующихся или тренировавшихся когда-то в этом боевом направлении, да, занимает какую-то очень большую часть. Да. Странно говорить о том, что есть правило, а есть очень большое какое-то исключение. Да? И в этом смысле, конечно, эта классификация на север-юг не очень тянет на какую-то серьезную, но, тем не менее, значит, давайте о ней тоже поговорим. И вот, кстати, те видеокадры, те фрагменты, которые вы наблюдаете сейчас на экранах, они, в принципе, разделены примерно вот по этому принципу. Я специально это сделал, на северный и южный разделил, чтобы показать хотя бы какую-то грань между, условно говоря, одним и другим. Хотя, еще раз, очень многие боевые искусства, во-первых, здесь не представлены в этом видеоряде, во-вторых, они просто никак не укладываются в эту схему. Поэтому я выложу сюда вот в эту схему именно то, что укладывается более-менее, значит, вот в это деление на север и юг. Окей. И давайте тогда вот скажем о том, что там, например, к типичным северным школам, прям типичным, таким классическим, что ли, да, наверное, больше всего относят Шаолинь Чуань, общеизвестный такой, да, Вудам,
У Дански различные направления, их достаточно много. Фанзитшуань, о котором мы говорили, Баджитшуань, о котором мы говорили. Северный богомол, так называемый. На самом деле не существует одного стиля, такого как северный богомол. Существует большое количество боевых искусств под этим названием, под названием Танланпа или Танланчуань, то есть кулак богомола, которые практикуются на севере, вернее, которые вышли, по крайней мере, с севера. Да? Но условно достаточно их все называют там северный богомол. Есть Тань Туй, о котором мы говорили в контексте Чхачуань, есть вот Чхачуань, о котором я упомянул, Сины, известное боевое такое, бывшее боевым такое направление, ну и так далее, и так далее. Тут очень большой список, там, наверное, в несколько сотен наименований различных боевых искусств. Давайте мы не будем о них сейчас говорить, мы просто пойдем дальше. И, в частности, у Маслова есть такая мысль, что когда у Маслова в книге «Боевая добродетель», на секундочку, Алексея Маслова, да, книга, на которую я часто ссылаюсь, так вот, у него есть такая мысль, что вот это вот деление, даже как какая-то относительность к одному какому-то боевому искусству, в принципе, чаще всего не означает все-таки какое-то отношение, какую-то связь с этим боевым искусством. Ну, в частности, у него вот есть такая мысль, что боевые искусства, которые относят к Шаолинь-Чуань, например, в том числе на сегодня относят, условно с этим соглашается Китайская академия Ушу в том числе, да, это боевые искусства, которые распространены в провинции Хэнань, там, например, в уезде Дэнфэн, конкретно, значит, об этом говорит Маслов в своей книге. Это относительно недалеко от Шаолинского монастыря, от исторического места, где был там Шаолинский монастырь, да, а сейчас масса школ, которые все Шаолини, да. Вот, так вот, значит, в этом месте и в уезде, например, Синнин, на который ссылается тоже Алексей Маслов, в провинции уже Хунань, и в Шанхае, значит, это все Шаолинь-Чуань, но по характеру движения, по техническому арсеналу, по теории, они разительно отличаются друг от друга. То есть это вообще разные боевые искусства. Это не одно боевое искусство, которое там прошло какие-то модификации, как-то изменилось, там еще что-то. Это боевые искусства, которые имеют разные корни. И несмотря на то, что, возможно, имеют некие примеси Шаолинь-Чуань, что вполне, в общем-то, логично, когда у нас там разгоняют Шаолинь и, собственно, монахи распространяются по Китаю, и, собственно, с собой выносят там боевые искусства и где-то смешивают их с местными какими-то боевыми практиками. Но, тем не менее, вот упомянутые, например, Шаолинь-Чуань друг к другу отношения реального, вот прямого, буквального какого-то не имеют, сильно отличаются, но считают друг друга близнецами-братьями. Вот, и считают, что все они, ну там, не то чтобы считают самостоятельно, исторически это еще раз не так, но полагают, что все-таки какие-то корни, хотя бы какие-то, уходят в Шаолинский монастырь, Шаолинство. Вот, секундочку, Роуд пишет, мне вот интересно, вы действительно думаете, что мастер боевых искусств может победить Хабиба в бое без правил? Если хотите, я вам сейчас кратенько отвечу, это несколько нас выбивает из общей нашей беседы, но с легкостью отвечу. Скажите, пожалуйста, вот как вы себе представляете боевые искусства и что боевого, например, в ММА содержится? Вот тогда я вас послушаю и, может быть, отвечу на ваш вопрос. Окей. Значит, это вот то, что мы говорим о, например, таких вот боевых... Да, кстати, в этом смысле надо еще отметить, например, известное вот это боевое искусство Хунгара или Хунча, школы, которые в сущности исчислялись несколькими десятками. Даже есть мнение, что было до 50 разных, независящих практически друг от друга школ, которые, тем не менее, назывались Хунча. То есть кулак семьи Хун, да, Хунча-Чуань. И все эти боевые искусства, ну, они тоже как бы считают себя близнецами-братьями, сходными по смыслу, там, по техникам, не действительно по техникам в том числе, они уже достаточно сильно сходны, но в сущности это первоначально совершенно разные боевые искусства, имеющие разные традиции, разные корни и прочее подобное, да? Сергей пишет: добрый день, Станислав, и вам доброго дня. Как вы относитесь к идее объявить мораторий на исполнение Тоулу для общего оздоровления Ушу? Сергей, а у нас с вами есть такие возможности? Ну, то есть мы с вами вот сейчас на канале объявим это, и весь мир изменится. Сергей, как это возможно?
К сожалению, нет, мы этого с вами не решаем, и те, кто любит таолу, что совершенно, вот в ушу таолу, например, практика, как мы уже говорили, акробатическая, гимнастическая, к боевым искусствам имеющая весьма отдаленные уже отношения. И есть люди, которым просто это нравится, вот они занимаются этой гимнастикой фактически. Конечно, это не бойцы, это вот такие гимнасты-спортсмены, но мы с вами, Сергей, можем что-то им запретить. Это уже вошло даже в Олимпийские игры, и мы можем как-то на это повлиять с вами, Сергей. Боюсь, что нет. Даже если бы мы этого хотели. А я, например, не очень хочу, потому что я полагаю, что люди разные. И, как мы уже говорили с вами, кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик. И в этом смысле, если кто-то занят такими вещами, такими практиками, как вушу таолу, ну и бог с ними, и слава богу. Кто-то собирает спичечные коробки, а кто-то занимается вушу таолу. Мне кажется, все это неплохо для тех, кому это нравится, да? Окей. Значит, давайте мы сейчас кратенько перекинемся к южным, так называемым боевым направлениям. Здесь еще раз я напомню, еще раз повторю то, что говорилось несколько раньше. Вот это деление на северные и южные школы не выдерживает в сущности никакой критики, но нам приходится так или иначе говорить именно о северных и южных боевых направлениях, в том числе из-за различных потрясений, которые тоже касались Китая, так или иначе. Ну вот в частности, когда мы говорим о вторжении маньчжуров, ну, например, в 17 веке в Китай, да, понятно, что такие вещи, вообще войны, разные потрясения и прочее, заставляют народы переселяться. То есть кто-то остается на месте, испытывает на себе все трудности и безобразия войны и оккупации, а кто-то поступает несколько по-другому, уезжает в более благоприятные места, ну, по крайней мере, до лучшего момента, скажем, да. Вот такая же история у нас, например, в Китае наблюдается неоднократно. У нас есть ситуации, при которых там южане переселяются севернее, есть ситуации, когда северяне переселяются южнее, что чаще гораздо происходило. И вот в частности, например, вот эта вот история с южным Шаолинем, вернее не с одним, а там с двумя или с тремя, да, вот эта вот легенда о том, что это северный Шаолинь так вот расклонился, как сказать, построил свои представительства там на юге и так далее, что, в общем, не выдерживает, конечно, никакой пока еще исторической критики, по крайней мере, нет подтверждения этому. Но, тем не менее, вот миграция, вот это вот, да, она, естественно, смешивает народы, я имею в виду на уровне там, на уровне ДНК, например, на уровне искусства, на уровне кухни, на уровне, я не знаю, там какого-то международного общения и прочего, и в том числе это позволяет северным боевым искусствам проникать на юг Китая. Мы уже говорили с вами о том, что большое влияние на южные боевые направления оказал, например, Хунца, вот этот вот кулак семьи Хун, значит, Фанзичуань, вращающийся кулак, и другие многие направления, кстати, в том числе и шаолинское направление, которое не такое сильное оказывало, конечно, влияние на боевые искусства вообще, как сейчас это пишут в книжках и пытаются представлять, но тем не менее тоже, естественно, оказывало направление, как вуданские, например, боевые практики и прочее. Вот. И в том числе, вот, например, я упомянул о 17 веке, значит, миграция с севера на юг китайцев приобрела достаточно обширные масштабы. И, значит, на севере, мы уже знаем, вот помните, мы с вами говорили о распространении, например, фанчжишуаня, хунша на севере Китая, да, как постепенно эти практики стали массовыми, да, из локальных каких-то превратились в массовые. Также и отдельные шаолинские практики, например, тоже приобретали более или менее массовый характер, меньше, может быть, чем практика хунша и фанчжишуань, но тем не менее. И вот, значит, восставшие, значит, вот эти вот, как это сказать, недовольные маньчжурской династией бойцы, они достигали колоссальных каких-то совершенно иногда, как это,
результатов, в том числе был захват Пекина, да, значит, были еще, но все равно они все подавлялись, большинство, по крайней мере, таких восстаний, несмотря на то, что в них участвовали достаточно серьезные бойцы, которые были достаточно хорошо подготовлены и мотивированы, но существует еще понятие все-таки оснащения и денег, и этого никто не отменял еще. И вот представьте себе, хорошо оснащенное войско и хорошо финансируемое, да, выступает против плохо финансируемого или вообще не финансируемого, да, вот, пусть даже и хорошо подготовленного, но не имеющего, например, достаточно оружия. Да. Понятно, в общем, за кем будет, наверное, победа. То есть тут вот такая вот история произошла, и очень много людей с севера на юг бежало во время вот, значит, этих восстаний, но и после восстаний, когда их подавляли, тоже достаточно много бойцов уходило на юг и распространяло таким образом северные боевые направления. И когда вот мы обращаемся снова к Алексею Маслову, у него есть такая мысль, что есть ряд регионов в Китае, которые являются, казалось бы, являются, значит, какими-то цитаделями тоже такими боевых искусств, но в сущности, по крайней мере, сам Алексей Маслов, который тоже немало занимался историческими исследованиями в области боевых искусств, он, и пока еще Китайская академия Ушу не обнаружила реальных корней, например, в этих местах. То есть на самом деле эти боевые искусства были привнесены, и привнесены как раз северянами. И вот здесь вот интересная достаточно подробность. Вот представьте себе, что вы сами, например, жили когда-то, не тужили, как говорится, на севере Китая, потом вы перемещаетесь в совершенно другие места, не географически другие и не климатически другие, а места другие вообще, потому что там говорят на других языках. Там другие традиции, другая кухня, другие люди, другие традиции, и вообще все другое. То есть вообще вы, вот считайте, переехали в другую совершенно страну, хотя она и, значит, вроде бы как в границах Китая, да, все это находится. И, конечно, история-то такая непростая, там сразу совершенно к этим людям предъявляются некие претензии, типа понаехали, да, понаехали, буквально. Вот эти вот переселенцы, их называли на местном диалекте, там, например, на местных диалектах хакка, значит, кхэтя. Это, ну вот, понаехавшие, буквально такие. Вот. И понятно, что когда так получается, знаете, как вот говорят, например, людям, которые приезжают в Москву, раньше говорили, сейчас уже не говорят, конечно, а раньше там Москва не резиновая, понаехали, да, вот это вот всякая нетель, вот помните, такая была, да? Наверняка и в других столицах, там, например, в Киеве наверняка есть такие же мысли, где-нибудь там в Минске, наверное, я предполагаю, может быть, еще где-то там, вот к понаехавшим именно так, значит, относятся. И вот здесь вот такая же история была, значит, и эти люди, в общем-то, не то чтобы в изоляции жили, но все-таки это люди были, которые создавали собственные какие-то общины, ну, например, по землячеству, по принципу там одного и того же языка, да, и так далее. Такая же история у нас сейчас наблюдается среди иммигрантов. Ну, например, вот я, вы знаете, живу в Болгарии, тут существует украинская диаспора, чеченская диаспора, русская диаспора, там, ну и так далее, и так далее. То есть, в общем, люди, которые объединены не столько национальным, по национальному какому-то признаку, сколько скорее по признаку языковому. Люди, которые друг друга хорошо понимают и при этом не очень хотят почему-то там общаться на местном языке, ну, например, на болгарском, который в сущности не сложен, но, как ни странно, братцы, действительно, очень много здесь есть в Болгарии иммигрантов, которые вообще не знают болгарского языка. И тем не менее живут с той или иной степенью там успешности, например, какой-то, да. Там такая же история происходила, и вот бойцы, которые в том числе перемещались на юг, приносили с собой боевые искусства, смешивали их с местными практиками, а если местных боевых практик не существовало по каким-то причинам, или они уже были купированы, то, соответственно, приносили туда это боевое искусство. По поводу купирования боевых искусств тех или иных. Ребят, была такая интересная достаточно подробность. Вот почему я сказал, вот к этим понаехавшим такое еще отношение было не очень хорошее на юге Китая. Не только потому, что понаехали, да, но и потому, что
Китай, постепенно продвигаясь на юг, завоевывая все больше и больше территории к себе, значит, пристегивая, еще проводил политику такую националистическую очень. Значит, она касалась, конечно, не того, что ханьцы там молодцы, а какие-нибудь там представители южных каких-то народностей, они так себе все, да? Нет. Речь шла просто о том, что для того, чтобы не было народных волнений, каких-то восстаний и так далее, старались, ну, несколько подавлять и рассеивать возможности вооруженности, например, значит, южан, возможности практики боевых искусств и так далее. То есть то, чего не было на севере это все было разрешено и возможно, на юге, в зависимости от той или иной территории, значит, это было так себе. Где-то более разрешено, где-то менее разрешено, где-то вообще вымораживалось, да, такая вот была история. Вот, и это уже было плохо, уже поэтому к северянам относились как к захватчикам, относились не очень хорошо, несмотря на какие-то другие, например, послабления, несмотря на новые возможности торговли, например, и какие-то еще, но тем не менее вот такая вот история тоже была. И то, что, значит, какие-то территории уже не имели или еще не имели каких-то боевых практик, это тоже, в общем, вполне нормально. Ну, в частности, когда вот мы говорим о восточном регионе об этом, да, наверное, кто-то знает о том, что происходило там с кхмерами, которые выморозили на территории юга Дальнего Востока, на южных территориях, выморозили целый ряд цивилизаций, там, по крайней мере, две, да. Кхмеры, они, значит, в Камбодже, в Лаосе уничтожили практически развитые цивилизации, ничего не получив взамен. Это вот то, о чем я говорил на прошлом стриме. Ребята, любая война – это потери. И когда порой нам кажется, что мы в чем-то победим и что-то себе приобретем, нередко это влечет за собой как раз большие очень потери. И вот кхмерская цивилизация, она как таковая, в общем-то, сама себя фактически загнала в какой-то темный угол, там вот благодаря этим войнам. В том числе, кстати, это добралось и до Сиама, до нынешнего Таиланда, да, вот эта вот история вся, что, в общем, сильно затормаживало развитие вот этих вот подчиненных кхмерам государств и разрушенных ими. Но вот, как ни странно, они не пошли куда-то северо-восточнее. Вот, и эту функцию на себя взяли, в общем-то, ханьцы, взяли китайцы северные. Да? Такая вот тоже была история. Вот, хотя, конечно, это было далеко не кхмерское влияние, и, в общем, местные традиции, местный язык, они и до сих пор существуют, и там нет такого прям, знаете, жесткого контроля за этим, за всем, и никогда не было. Но вот что касается боевых практик, все-таки была такая, значит, какая-то не очень хорошая история, когда немножечко где-то местами там запрещалось, например, запрещались эти боевые практики. Так, Вася пишет, я думаю, что влияние Шаолинь Шуань было больше оказано на зарубежные направления. Например, множество школ дзюдзюцу произошло именно от шаолиньского цена. Это если верить официальной истории. Ну, возможно. Слушайте, вот у нас даже было видео, которое, правда, удалено уже с канала. Мы говорили о Сёринзи Кэмпо, Шаолинь Шуань, там, если так вот говорить, значит, на японском, если это все прочесть, да, получится у нас Сёринзи. И, собственно, большой вопрос, сколько там шаолиньского осталось. Ну, братцы, вообще вот эта вот вся история вокруг Шаолиня, я уже говорил неоднократно, и снова могу, конечно, к этому вернуться, это история скорее реставрации того, что уже не существует, чем история какой-то исторической преемственности, да? То есть это, знаете, это как с красками. Вот если вы возьмете, например, там какую-нибудь краску, ну, не знаю, красную, например, смешаете там с зеленой и получите какую-то бурую, да, то после этого попробуйте восстановить эту красную. Ну вот попробуйте, получится что-то, да. Вот такая вот история. То есть мы получим что-то смешанное, потом на основе этого будем восстанавливать что-то изначальное. Ну, может быть, получится, может быть, не получится. Чаще всего это 50 на 50. Там что-то удается восстановить, что-то не особо. Да? Поэтому Сёринзи Кэмпо такой же Шаолинь, в принципе, как и Шаолинь вот тех
тот местечковый Шаолинь, о котором я в начале этого стрима говорил, о том, что несмотря на то, что целый ряд боевых направлений относится к Шаолинь-Шуань, все равно они не имеют таких корней вот конкретно в этом Шаолиньском монастыре. Да? Тут вот такая вот история. Поэтому здесь вот было ли влияние Шаолинь буквально на какие-то другие территории, там на Корею, на Японию, на Вьетнам, там, я не знаю, бог его знает на что еще. Ну, наверное, какое-то было, какое-то точечное там, скорее всего. Но нельзя сказать, что, наверное, нельзя сказать, что это какой-то массовый характер имело. А насчет Цзиньна полностью согласен, да. Так, Роуд пишет, для меня боевые искусства это набор техник, ММА это просто спорт. Ну, так и есть. Только ММА это просто спорт, а боевые искусства это то, что приспособлено, двигательные программы приспособлены к боевым реалиям, а не спортивным ограниченным, да? Давайте так уж. Так, но человек, который сделал 30-0 в UFC, воспитанный в Дагестане и абсолютный мастер по борьбе, превратит любого другого мастера в котлету. Ну, то есть вы сейчас пытаетесь... Но это мое мнение. Ну да, конечно, это ваше мнение, и оно достаточно растиражировано в сети. Вы, собственно, не столько свое мнение, сколько, в общем, чужое растиражированное сейчас воспроизводите. Ну, окей, это ваше мнение. Значит, это примерно то же самое, что говорить об истории в условном наклонении. Да? То есть, если бы не было Екатерины II, там, например, что было бы, например, с миром? Но она была, и с миром произошло то, что произошло. Поэтому вот это вот, если бы, он превратит, он еще что-то. На ринге, в ММА, замечательный боец, и все, и дай бог ему здоровья. Как и Емельяненко какое-то время, а потом, да, естественно, сдулся. То же самое будет и с Хабибом, и со всеми остальными. Мы уже об этом говорили, насколько долг век так называемых мастеров в ММА. Вот. А что касается боевых реалий, это, Роуд, вы, наверное, не представляете себе, что такое боевые реалии. Возможно, вы посещали какой-то фитнес-зал и думаете, что это то же самое, что на улице происходит, да? Ну, это заблуждение. Окей, идем дальше. Значит, это вот мы говорили сейчас о переселении, значит, с юга на север, о распространении боевых искусств. Значит, продолжаем эту тему. Надеюсь, что, да, вы видите все еще, значит, вот эти вот ролики, которые я подготовил. Окей. Там даже подписано, все написано, да. Еще раз, ребят, я прошу прощения у представителей тех боевых направлений, которые не представлены в этих фрагментах, потому что это просто нереально. Слишком много боевых искусств, например, только в Китае в одном, да. Но, тем не менее, какую-то разницу вы можете наблюдать между, например, северными и южными направлениями, хотя бы вот в рамках того, что вам показано. Еще раз, я постарался подобрать классические северные, классические южные, которые вот подходят под это определение север-юг. Да? Хотя, еще раз напомню, на самом деле это деление на северные и южные школы искусственное, не отражающее всех особенностей. Да? Окей. Так вот, переселившись на север, значит, северяне, естественно, стали воссоздавать свои старые семейные клановые боевые искусства. Не стали вы воссоздавать, а вернее продолжили, собственно, это дело. И постепенно это приводило, как ни странно, сначала не к распространению боевых искусств северных на юге, да, а к еще большей изоляции боевых искусств на юге. И как раз благодаря этой изоляции возникли вот такие тайные общества, о которых мы знаем, знаменитая триада, вот та самая, да, бандитская, ну такая, знаете, якудза китайские, да, значит, знаменитое общество неба и земли, ну и так далее, такие вот тайные общества. Значит, в этих ячейках, которые назывались, кстати, алтарями, что интересно, да, шло активное преподавание боевых искусств, вот северных в частности. И здесь мы сталкиваемся с таким интересным парадоксом. До прихода северян на юг в провинции Фудзянь и Гуандунь не существовало собственных стилей вушу. Это очень важный момент, это вот о чем я несколько раньше сказал. Все знают, что вот эти вот как раз провинции Фудзянь и Гуандунь — это провинции, которые на сегодняшний день как раз вот считают цитаделями такими боевых искусств. Ну вот мы видим, что несколько это все по-другому на самом деле исторически. Значит, и они в основном сложились под влиянием боевых искусств, которые первоначально практиковались в Хэнане и Хунане, в таких провинциях северных, да, китайских. Вот. Теперь
Поскольку это в клановых вот этих структурах, в тайных обществах, так называемых, преподавалось, то очень часто эти боевые искусства меняли свое название, а потом и общий рисунок, естественно, тоже впоследствии могли поменять. Да? Например, в Гуандуне, в уездах Мэйсян, Синьнэнь, Хэйян, куда приходило особенно много переселенцев, возникло около десятка таких школ. Учение семьи Джу, Джу Тя Тяо, учение семьи Лю, Лютя Чуань, учение семьи Тяо, Тяо-Тя, учение семьи Ню, Нютя и так далее. Это боевые искусства, которые сейчас не очень известны, не очень популярны, наверное, не знаю, может быть, когда-нибудь мы о них поговорим, я не уверен, что это вызовет какой-то большой интерес, но вот эта вот история, помните, напоминает то же самое, что у нас было с братством Хуна. Вот хунгар, вот этот вот, который неправильно произносится, вообще там хунка, но окей, хунгар, или на мандаринском наречии хунчичуань, это тоже такая вот история, когда совершенно разные школы берут себе это название, да? И вот с этими уже перечисленными сейчас школами семьи Джу, Лю, там Тяо и так далее, такая же история произошла, то есть это были боевые направления, которые или реально имеют вот эти вот корни северных боевых искусств, или постепенно таким образом начинают называться разные другие школы. Потом такие школы могут между собой смешиваться, поскольку первоначально считается, что они такие, как бы близнецы-братья, опять же, и так далее. То есть вот эта вот история у нас повторяется опять на юге, да, вот. И в сущности вот этот вот кулак понаехавших или кулак пришлых, хаккачуань, значит, постепенно начинает представлять собой не просто механическую компиляцию каких-то боевых направлений на юге, но уже единую школу, да, вбирает в себя это понятие наиболее эффективные какие-то методы ведения боя, северные методы ведения боя, которые трансформируются на юге, да, и постепенно здесь, именно вот в южных провинциях, формируются такие боевые направления, достаточно странные, наверное, на взгляд, по крайней мере, спортсмена, на взгляд вот Роуда, который продолжает писать. Значит, сейчас я вам отвечу, Роуд. Значит, здесь широко используется падение, кувырки, атаки с земли. Помните, мы с вами там Дитаншань, Коучшань уже говорили об этих боевых направлениях, таких достаточно эффективных, но очень странных для современного пользователя. Да? Вот. Здесь же постепенное тяготение идет к невысоким и резким ударам ногами возникает, да? То есть трансформируются немножечко северные практики. И Хакучуань, значит, начинает использовать тоже высокие позиции с большим количеством передвижений, как это было на севере, но смешиваясь с местными боевыми, значит, какими-то традициями, да, приобретает в том числе усредненные такие моменты, когда перемещение становится несколько меньше, когда поворотов работы корпусом вообще становится несколько меньше, ну и так далее, и так далее. В частности, вот для этого, если хотите, вы можете вот сравнить, например, Пайхэ, который вот вы наблюдали некоторое время назад, кулак белого журавля, может быть, сейчас наблюдаете, вот, сравнить, например, его с Винчунем, да, явно южным таким боевым направлением. Казалось бы, единые корни имеют шаолиньские Пайхэ, но выглядит уже совершенно по-другому. Где-то у нас в каких-то рукавах Винчун пропадает работа корпусом, такая, которая имеется в других рукавах. Значит, исключительно высокие позиции, а в Байхе у нас возникают, вернее не возникают, а продолжают практиковаться и низкие достаточно шаги, и средние шаги, ну и так далее, и так далее. Это вот как раз то, о чем я хотел сказать, что вот это вот деление на северные и южные школы весьма искусственное, притянутое и неверное. Да? Давайте сейчас я отвечу Роуду, поскольку у нас... Нет, сначала Вася Васинов. Вспоминаются борцы Грейси, великие мастера UFC, показавшие себя хорошо на этом турнире. Однако их смогли побить какой-то небольшой палкой 15-летние подростки. Ну вот, хороший ответ как раз Роуду. Роуд, слушайте, дайте я не буду вычитывать то, что вы пишете, потому что, вот вам хорошо Вася Васин ответил, как бы и бог с ним. Так.
Теперь дальше мы идем, значит, да, про южные районы Китая. До сих пор в южных районах Китая и в Малайзии, например, существует боевое искусство, которое называется вот учение семьи Джу, Джу Тячуань, на местном диалекте Чука. Его называют стиль глаза феникса. Да? Значит, вообще такие боевые искусства существуют внутри Китая, не только там за его пределами, внутри Китая чаще их называют примерно одинаково фэньян. То есть буквально кулак глаза феникса. Это, ребят, такая вот история, о которой мы уже тоже говорили с вами. Это использование, значит, фаланги, как правило, среднего пальца, да, вот в данном случае. Вот. А мы с вами уже нередко говорили о двух использованиях: о там среднего пальца фаланги, о фаланге там указательного пальца. Но в сущности это примерно одинаковые техники, так или иначе. И есть боевые искусства, в которых используется одна такая фаланга, другая такая фаланга, две такие фаланги одновременно, 4 такие фаланги или 5 таких фаланг, фаланга там выступающего там большого пальца, там, например, и так далее, да, в качестве рабочих поверхностей. Вот. Но сейчас вот говоря о Джу Тячуань, там как раз представлено такое большое изобилие ударов вот этой вот фалангой, значит, среднего или указательного пальца. Это короткие, быстрые удары по болевым, по уязвимым местам соперника, по его рукам и ногам, передвижение по запутанной траектории. Здесь вот особый момент, чуть-чуть задержусь на том, о чем мы уже говорили с вами, о том, что вот это вот понятие болевых точек, это смешное достаточно понятие для боевых искусств. Если для единоборств, для самообороны, для вот ММА, например, это понятие подходит, и бог с ним. Для них там, наверное, самое главное — это болевой стимул. Но я еще раз напомню, что в боевой практике, в реальной там уличной боевой практике, болевой стимул — это самое последнее, на что надо рассчитывать. Еще раз напомню, ваш противник может быть в состоянии алкогольного опьянения или там наркотического опьянения, у него другой порог боли будет, он может вообще не ощущать боли, поэтому вот это вот болевые точки — это смешная история. Обычно такие вещи, которые используют в боевых искусствах, вот эти уязвимые места, сильно отличаются от тех мест, которые используют в единоборствах, например. Вот это вот тоже отличает боевое искусство от единоборства. Да? Я еще раз об этом напомню. В единоборствах, в том числе в ММА, вот в этом UFC, значит, есть масса запретов, в том числе на использование таких рабочих поверхностей, которые наносят максимальный вред. Запрещено атаковать такие места, которые наносят опять какие-то необратимые последствия, максимальный вред, ну и прочее, прочее. Да? Я думаю, все об этом знаете. Я сейчас не буду перечислять эти места, чтобы нас не забанили с вами. И в том числе используется в спорте чаще всего такая экипировка, за исключением современного кёкушин, используется такая экипировка, которая не позволяет атаковать фатально. Да? Ну вот для боевых искусств атаковать фатально — это то, что надо, собственно, на этом и строятся боевые искусства больше всего. Вот. И тут уже у нас другие реалии, и именно поэтому в боевых искусствах не существует экипировки, не существует запретов, ну и прочее, прочее подобное. Да? Вы об этом хорошо уже знаете. Одну секундочку. Сергей пишет: похоже, влияние северных школ — это одна из форм деградации кунг-фу. Почему же деградации? Объясните, Сергей. На самом деле развитие, конечно, боевых искусств, но мы с вами как-то очень... Я вот часто замечаю, что вы часто утверждаете то, что исторически совершенно противоположно, ну, реальной истории, да, и реальному развитию. Ну окей, Сергей, если можно, дополните свой комментарий, как-то аргументируйте. Богдан пишет: добрый день, Станислав, добрый день всем. И вам доброго дня. Тема стрима Shaolin Chuan. Нет. Тема стрима — классификация боевых искусств. И мы сейчас коснулись Shaolin Chuan просто как некоего примера. И сейчас касаемся многих других боевых искусств. Говорим о том, каким образом пытаются классифицировать боевые искусства и что из них является боевым, а что не боевым, например. Да? Окей. Так. Ну и еще, например, многие, может быть, слышали учение семьи Ли Тячао. Это боевое искусство, которое у нас входит в Цай Ли Фо или Чой Ли Фут, как неправильно часто у нас
транслитерирует это все. Цай Лифо действительно впитал в себя три достаточно известные школы: Цайтя, Литя и Фотя. Такие три разных боевых направления, которые были скомпилированы в Цай Лифо. И до сих пор Цай Лифо — это достаточно сложная для изучения боевая практика, многоступенчатая, именно потому что она такая скомпилированная, как бы, но внутри себя все равно разделенная на вот эти вот как бы потоки Цай, Ли и Фо, да. То есть, ну, такая эффективная, безусловно, хорошая боевая практика, но чрезмерно, по мне, чрезмерно усложненная все-таки. Хотя очень уважаю бойцов Цай Ли Фо, я их встречал на своем жизненном пути и сражался с ними. Молодцы ребята, могу сказать. Окей. Значит, так вот, когда мы говорим о Литя, он распространился в Гуандоне, в портовом районе Шантоу. Принес его туда Ли Тяню, Ли Железный Буйвол. Это его прозвище такое, да, за неимоверную силу и огромный рост. Вот такая вот была, например, история. Есть еще боевое искусство такое, как Ситя Чуань. Это кулак рыцарской семьи, как переводит это Алексей Маслов, например. Очень известен, например, Бай Мэй Чуань, да, тоже, который родом из Сычуаня, например, да. Из Фудзяня пришел и ставший широко известным в США стиль кулак вечной весны, Юнчунь Чуань, да, Винчунь, то, что мы называем, ну и так далее. Значит, это вот мы сейчас продолжаем перечислять южные стили, южные боевые направления. Часть южных стилей оказалась связана с буддийскими монастырями провинции Фудзянь, правда, не с южным Шаолинем, да, я еще раз напомню, что история южного Шаолиня под большим вопросом, и вот эта вот легендарная связь северного и южного Шаолиня, ну, скорее всего, они были связаны не столько боевыми практиками, сколько просто тем, что и то, и другое относилось к буддизму, да, всего лишь. Ну, окей. Значит, ну и так далее, и так далее. Здесь, ребят, у меня достаточно большой список, в общем-то, здесь подготовлен разных боевых направлений. Я мог бы об этом продолжать долго, но не хочу вот этим всем грузить, наверное, да, я это пропущу все-таки. Значит, ну и, естественно, самым известным южным боевым направлением стал вот как раз Хунтя Чуань, или Хунгар, как у нас говорят, да, который распространился с севера на юг. И именно через юг Китая попадает уже в западные страны, становится достаточно популярным. Сейчас очень много клубов, очень много таких представительств Хунча Чуань находится на Западе и в Новом Свете. Вот. И, кстати говоря, и в России я, по крайней мере, знал, что существуют какие-то боевые клубы, относящие себя к Хунгар. Но в Украине я об этом слышал, в Беларуси я об этом слышал. Вот, ну и так далее. Так, одну секундочку. Сергей пишет: вы считаете, что кунг-фу не деградировало? По-моему, это сейчас даже ребенку понятно. Нет, ну ребенку-то, может быть, вообще все понятно. Это, знаете, как вот говорят, еще ежику понятно, вот поэтому у него вместо мозгов иголки, да? Сергей, вы все-таки аргументируете. Мне, например, непонятно. Вот чтобы мне было понятно, пожалуйста, поясните, ладно? Что оно почему-то деградировало. Я этого пока не вижу. Если вы имеете в виду вот эти вот Тхайди, Пагуа, там, Сины, там, вот эти вот боевые направления, которые действительно деградировали с боевой точки зрения, перестали быть боевыми, ну ладно, ну 3 боевых направления вот только. А какие вы еще знаете, которые деградировали? Ну, пожалуйста, напишите тогда. Ну просто, понимаете, Сергей, это все должно быть по-взрослому, а не вот не по-детски. Так что вот ребенку понятно, вот вы пишете, но не написали так, чтобы ребенку действительно было понятно. Аргументируйте. Окей. Значит, да, ну и вот, собственно говоря, о кулаке семьи Хун я несколько раньше говорил, да и много мы говорили еще до этого на других стримах и в других видео. Вот. И в частности, кстати говоря, значит, есть даже такая легендарная версия, что Хунтя имеет отношение опять к Шаолиню, например, к шаолинским стилям, да. Но в реальности, конечно, он возник, судя по всему, не так, по архивным сведениям, значит, ну и по тому, как можно проследить историю этого боевого направления. Значит, во-первых, Хунтя долгое время не представлял собой единого стиля, мы уже об этом говорили с вами, да. Во-вторых, словом хунмэнь, то есть двор хон,
значит, чаще всего именовали тайные общества по всему Китаю. Ну, вот как бы такая возникла не то чтобы традиция, а такая фишка возникла просто. Вот. И все, этого было достаточно для того, чтобы различные боевые искусства, не связанные между собой, называть хунча, например, да? Ну и так далее. Короче говоря, значит, чаще всего мы имеем дело, конечно, с легендарными какими-то сведениями о тех или иных боевых искусствах, но в реальности какими-то архивными сведениями не подтвержденных. Примерно такие же у нас басни и побасенки ходят в связи как раз с UFC, например, с ММА, вот о чем сейчас вот Ровод там писал о каких-то выдуманных достаточно им самим или другими людьми вещах, вот, о том, что нет ничего лучше, чем какой-то постбоксерское, постборцовское, там, не боевое, а спортивное, явно постспортивное направление коммерческой направленности. Вот, ну и так далее. То есть такие вещи, они, естественно, характерны не только для нас с вами, но и для китайцев в том числе, когда некоторые боевые искусства, ну, вроде бы считаются, что они уходят корнями там в Шаолинь, или они уходят корнями еще там куда-то, но в реальности это несколько по-другому. Они создавались, формировались в других совершенно областях под воздействием совершенно других боевых искусств. Вот. Ну и, собственно, давайте к другим еще классификациям сейчас перейдем, чтобы мне не удаляться далеко от темы, от основной. Хорошо? Значит, существует классификация по 3 центрам возникновения, которая, как ни странно, включает в себя всего лишь Шаолинь, Вудан и Эмэй, Эмэйские горы. Да? Значит, существуют какие-то легенды, которые говорят о том, что, значит, именно эти боевые искусства — это вот прям такие цитадели, откуда, собственно, все пошло. Ну, во-первых, многие боевые искусства китайские не входят в эту концепцию, потому что они формировались или вдали от этих центров, или исторически не подтверждено, что они из этих центров каким-то образом возникали. Да? Это во-первых. Во-вторых, не совсем понятно, почему названы именно 3 вот эти цитадели, такие как Шаолинь, Вудан и Эмэй. Дело в том, что, ну, например, если мы возьмем Эмэйские горы, в которых сформировано очень много боевых искусств, преимущественно даосских, а уже позже и буддийских боевых искусств, ну, такой буддийской направленности, скажем, да, то надо сказать, что вообще-то Эмэйские горы – это место бегства от мира. Почему это монастыри? Потому что это были монахи, которые уходили от мира. Следовательно, первоначально боевые искусства, которые там появляются, они приносятся туда из окружающего мира. Там они уже трансформируются, практикуются, трансформируются, смешиваются между собой, разделяются между собой и так далее, и так далее. И мы получаем вот эти вот эмэйские боевые направления. То есть мы не можем говорить, что это цитадель возникновения боевых искусств. Это скорее плавильный котел, но первоначально эти боевые искусства формируются совершенно не в Эмэй. То же самое мы можем говорить о Вудане, и, что интересно, то же самое мы можем говорить о Шаолине. Все эти 3 центра являются не цитаделями, не местом возникновения боевых искусств, а плавильными котлами, в которых боевые искусства между собой смешиваются, организуются, дезорганизуются, возникают и что-то еще, но в основном привносятся откуда-то и перерабатываются. Да? Я еще раз хочу напомнить, что я вот, например, не знаю, может быть, вы знаете, я не знаю ни об одном боевом искусстве, которое вышло из Шаолиня, например, из Шаолиньского монастыря, которое было бы создано именно в Шаолиньском монастыре. На самом деле все эти боевые искусства привнесены были в Шаолинь, там они практиковались на протяжении долгого времени, там они могли трансформироваться, там они могли смешиваться с другими боевыми искусствами, которые тоже туда попадали, и именно в таком виде выходить оттуда из Шаолиня. Да? То есть в этом смысле
вот эта вот история вся, ну, например, про вот этого волшебного Бодхидхарму, который там переправился из Индии в Китай, потом с юга на север прошел весь Китай, потом поселился там в Шаолине, например, и там стал преподавать боевые искусства, и именно отсюда возникло вот это вот движение боевых искусств. Не, ребят, это, в общем, достаточно смешная история, такая же смешная, как многие другие выдумки, догадки и прочее подобное. Вот, кстати, в этой связи относительно недавно я посмотрел удивительное по неисторичности видео. Я не буду называть, конечно, ни канал, ни человека, значит, который такие видео снимает. Там был разбор одной из книжек таких, относящихся к боевым искусствам. Опять я не называю книжку, потому что, ребят, чтобы это не прозвучало как реклама. Но это книжка каких-то там седых годов, там, я не помню, там в 80-х или в 90-х, может быть, была выпущена такая книжка. Значит, и в ней рассказывалось об Окинаве, о вообще японских боевых искусствах, в том числе оружейных, ну и безоружных практиках рукопашных, да. Вот. И человек, который представлял эту книгу, он пытался рассуждать логично, здраво, но не являясь ни адептом боевых искусств, ни историком в области боевых искусств, сделал массу ошибок, потому что основывался исключительно на этой одной книжке и на собственных рассуждениях и предположениях, например. В частности, когда он говорил, например, о японских боевых направлениях, ну, сначала там, например, он говорил об окинавских боевых направлениях. Я еще раз напомню, что Окинава считал себя подданной Китая очень продолжительное время, да, и к Японии отношение имело постольку-поскольку. Именно поэтому там китайские практики многочисленные, в общем-то, осели, в том числе и боевые искусства. Да? Это было связано и с торговлей между Китаем и Окинавой. И Окинава в какой-то момент стала вообще таким грузовым хабом, когда была запрещена торговля между Японией и Китаем, то как раз вот эту вот торговлю японцы обходили через Окинаву, да, так вот, ну и так далее. Об этом сейчас не будем говорить, но смысл такой, что, значит, автор этого видео, который вот эту вот книжку прочел, там, например, он утверждал, что, конечно, крестьянам, там, каким-то низшим сословиям на Окинаве не светило боевое искусство, а светило исключительно продвинутым самураям, там, например. Ну, ребят, здесь вот опять с натяжением, с большой натяжкой. Дело в том, что клановая иерархия, вот такая вот, и вообще иерархия самурайства, это отдельная тема. И у нас были исторические семьи самурайские, которые занимали наиболее привилегированное положение, которые находились в середнячках и были совсем бедными в том числе. Да? То есть это такие ребята, которые вот пушечным мясом были, несмотря на то, что они, может быть, были замечательно владели мечами, но все равно они были в самом низу вот этой вот сословной лестницы. И вот такие ребята, им надо было тоже как-то жить, и нередко такие семьи самурайские сами обрабатывали даже собственные поля. И в этом смысле они мало чем отличались от крестьян. И даже таким образом вот это вот даже утверждение, что низшим там каким-то сословием им было недоступно боевое искусство, ну, может быть, крестьянам в буквальном смысле было недоступно там в Окинаве, но окинавским самураям, некоторым, вернее, не то чтобы так малочисленным, а достаточно многочисленным, приходилось заниматься в том числе крестьянским трудом, и это не мешало им оставаться самураями и заниматься боевыми искусствами. Да? А в дальнейшем, например, вот этот вот человек, о котором я говорю, такой же вывод еще делает, ну, экстраполирует это все на китайскую действительность. В частности, когда он говорит о легенде создания Винчунь, и Юньчунь Байхэ конкретно, там, например, он говорит о том, что, ну как вот женщина в Китае в каком-то средневековом могла создать или там трансформировать там боевое искусство какое-то, когда ее женское дело было сидеть вообще там заниматься домом, например. Ребят, в Китае такой истории не было. Там во многом, очень во многом было равноправие. Нередко даже существовали, например, вот на севере существует местность, в которой, как это сказать,
нет патриархата, а есть матриархат, например, до сих пор исторически это сохранилось, скажем, да, вот такая вот история. И вот это вот сидеть дома и заниматься ничем, ну а почему тогда женщины, например, занимались в том числе и мужским достаточно трудом в Китае? Почему они наравне с мужчинами и торговали, и производили что-то, и так далее, и так далее, и так далее? Это придворные должности там, да, занимали мужчины, ну да, такая история была, а вот в обычной жизни такой истории-то не было. Это вот для начала. Ну и во-вторых, а почему, собственно, в свободное время не заниматься женщине боевыми искусствами, если мужчины, например, вполне могли себе это позволить? Опять интересуюсь. Мы знаем о восстаниях бойцов. Эти бойцы преимущественно были как раз крестьянского такого сословия, что ли, да? И вот почему же они были бойцами? А вот женщина какая-то, далеко не крестьянка, например, почему-то она не может быть бойцом. Ну, то есть, понимаете, да, вот это вот нарушение логики, вот эти вот вымыслы какие-то, не обращение к историческим каким-то сведениям и так далее, приводит вот к каким-то странным, совершенно непонятным таким идеям. И выводы, соответственно, из таких рассуждений совершенно противоположной реальности. Ну, в частности, вот этот человек сделал вывод о том, что, например, Винчунь никак почему-то не мог быть создан или трансформирован женщиной, а следовательно, Винчунь имеет совершенно другую историю, его там создал кто-то из мужиков, например, что за чушь вообще? Если обращаться к истории Винчуня, я сейчас опять кратенько буквально к этому обращусь, ну, как раз берет свое начало это все из Шаолиня, как раз из Паха шаолинского, из кулака белого журавля, и постепенно разделяется на две такие подгруппы, когда с севера на юг попадает это боевое направление, вот с таким театром «Красная джонка», это все попадает, там один из носителей как раз кулака белого журавля в этом театре как бы присутствовал. Вот. И действительно его дочь уже получает от него в наследство, как говорится, это боевое искусство. Там происходит такое разделение сначала на Пахэ Чуань и Юнчунь Пахэ, а потом уже отделяется вообще Юнчунь или Винчунь, как мы его сейчас знаем. Он разделяется на ряд рукавов. Я еще раз просто напомню, это Паннам, Юань Кайсань, значит, Гулао, Ипмановское направление позже уже появляется, что-то я не назвал, Пауфа, вот, ну и так далее. Вот на эти рукава потом распределяется. И это исторически, это подтверждается архивными там некими сведениями и так далее, а не вот какой-то нищей книжкой 80-х, 90-х годов, на основании которой можно какие-то там затейливые мысли и предположения излагать как реально существовавшее нечто. Окей. Так, одну секунду. Снупи пишет. Добрый день, Станислав. Вы считаете, Сины Чуань деградировала, не может быть применима? Нет, я так не считаю. Если вы обратитесь к плейлисту стилей и направлений боевых искусств на нашем канале, вы там найдете в том числе значит, стрим, как раз посвященный Сины. Там Сины, Багуа, вот, Тайди мы отдельно рассматривали. Так вот, когда мы говорим о Сины, там как раз вот четко была описана мое мнение по поводу Сины. Я сам удивляюсь, там буквально вот так, я сам удивлен, почему эту практику, достаточно боевую и динамичную, на сегодняшний день превратили в небоевую, какую-то якобы оздоровительную и медлительную. Я сам удивлен, Снупи. Но на сегодняшний день я не встречал пока, ни в сети даже, ни в реальности, не встречал ни одного последователя Сины, который бы мог нормально себя показать в спарринге. К сожалению. И я сам удивлен. Но на сегодняшний день действительно методика преподавания Сины почти ничем не отличается от методики преподавания Тайди или Багуа. Эти методики сводят бывшие когда-то боевые искусства к уже такой гимнастике, просто какой-то оздоровительной гимнастике, к сожалению. И я еще раз напомню о том, что даже когда мы наблюдаем бойцов Сины, которые достаточно быстро, динамично, правильно, замечательно действуют, это еще не говорит о том, что они это могут выполнить в бою. Это тоже некий важный момент, да?
Вот. И как раз на сегодняшний день основная претензия к бойцам и к представителям боевых искусств именно такая. А что же вы не можете сражаться? Да бойцы-то все могут сражаться. Просто больше всего распространены сейчас тайди, сины и багуа, которые до сих пор почему-то по инерции называют боевыми искусствами. А они не являются вайдя, они входят в другую семью нейдя. Вайдя, еще раз, это буквально прикладные боевые практики. А вот эти вот тайди, сины и багуа на сегодняшний день это уже не прикладные, к сожалению, практики. Сам еще раз удивляюсь, что сделали с хорошей боевой практикой, такой как сины. Есть у нас отдельные, конечно, люди, такие, как это сказать, энтузиасты этих движений, я не буду называть имена, которые стараются вернуть сины и тайди и багуа, вернуть боевую какую-то составляющую. Есть такие. Они есть и в России, они есть и в Китае. В других странах, братцы, я не знаю, к сожалению. Тайдишник есть еще украинский один, я знаю, который тоже пытается это все возвращать. Но это на уровне как раз собственного энтузиазма и собственных догадок, скорее, да. Вот. И для того, чтобы судить о той или иной боевой практике, судить можно только по боям, по спарринговым хотя бы каким-то боям, понимаете, да? А, к сожалению, представители тайди, сины и багуа на сегодняшний день не могут продемонстрировать чего-то стоящего в работе с представителями других боевых направлений или спортивных направлений. Вот мой ответ. Вася Васин пишет. А это вы сейчас не о Климе Жукове и его видео об окинавском карате говорите? Вася Васин, я даже не знаю, как вам ответить. Я не хочу плохо или хорошо говорить за глаза о том или ином человеке. Даже не знаю, как мне ответить. Но вы где-то близко, давайте я так скажу, вы где-то близко к правильной догадке, да. Вася Васин пишет, соглашусь, социальный строй и гендерное равенство в Азии были другим, нежели в Европе. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так, ну и продолжаем тему. Значит, когда вот мы говорим, еще раз возвращаясь вот к предыдущей классификации, по Шаолинь, Водан и Мэй, вот по 3 центрам возникновения, да, значит, как я уже сказал, вот эта вот классификация, она еще больше надуманная, чем классификация на север-юг. Вот, и не выдерживает вообще никакой критики, и тем не менее она существует и в статьях в интернете, и в общем каком-то представлении о боевых искусствах. Вот еще раз, братцы, я еще раз хочу сказать, еще раз хочу напомнить, что неверная предпосылка и дальнейшее неверное рассуждение приводит вас к неверным выводам. Это называется логикой как раз, да? И вот если вы опираетесь на неверные сведения, очевидно совершенно, вы приходите к неверным результатам в каких-то своих поисках логических и так далее. Вот, поэтому все-таки, мне кажется, надо держаться чего-то более истинного, более реального и прочего подобного, а не верить в какие-то выдумки людей, которые сами что-то там сказали, какую-то глупость написали где-то и прочее. Вообще, надо информацию проверять по возможности, и когда вот на этом канале кто-то свое мнение, например, высказывает исключительно категорично, не давая ссылок на реальные источники, да, то, конечно, это вызывает сомнения. Обычно таким людям я пишу: слушайте, аргументируйте, пожалуйста, соотнесите свое мнение с реальными источниками. И обычно этого не происходит. Как раз потому, что реальные-то источники совершенно о другом говорят, да? Окей. Давайте еще к классификации вернемся, к боевым искусствам. Значит, классификация существует по долинам 3 рек: Хуанхэ, Янцзы и Джудзян. Ну, опять она не выдерживает никакой критики, опять потому что в других регионах, не соотносящихся с этими регионами, у нас возникают тоже боевые искусства, практикуются и так далее. Даже уже поэтому эта классификация никуда не годится. Но она была выдвинута в 1909 году в Шанхае ассоциацией Динлунг такой. Ну, окей. Есть еще классификация, которая разбивает боевые искусства в Китае на чанчуань, на длинный кулак, и нанчуань, на короткий кулак, или дуаньда.
который считается, ну да, коротким кулаком, да, южный кулак наньшуань или дуаньда, и короткие удары. Эта классификация, конечно, ну, можно предположить, что она ближе как-то к теме, и она уже размывается с точки зрения там севера, юга, например, с точки зрения там вот трех центров возникновения там и прочее, прочее подобное. Но, братцы, опять эта классификация очень размытая, потому что есть боевые направления, о которых мы уже говорили с вами вот в предыдущих видео, посвященных разным боевым искусствам. Мы говорили о том, что есть боевые искусства, которые не придерживаются схемы такой, только короткой дистанции или только длинной дистанции. Есть еще те, которые работают на средней или на всех трех. И вот здесь вот это вот деление какое-то оказывается размазанным совершенно и не сопоставимым с реальностью. Даже вот помните, мы когда говорили о Винчунь, например, да, совсем недавно, мы как раз говорили о том, что вот эпмановский Винчунь, который ошибочно считают классическим, он старается придерживаться короткой дистанции, резко схлопывая длинную или среднюю дистанцию, что вообще здорово. Вот. Но есть другие рукава Винчунь, которые совершенно свободно работают и на длинной дистанции, и на средней, такие как, например, Юань Кайсань и Гулао, да? В чем вы, я надеюсь, убедились совершенно недавно. Вот у нас был как раз стрим, посвященный Винчунь Гулао, и вы там многое увидели такого, чего не увидите, например, в эпмановском Винчунь. Вот. И с этой точки зрения вот это вот деление на длинный и южный кулак, ну, опять оно себя не оправдывает никак, да. И в этом смысле опять оказывается, что вот эта вот классификация, она ни к чему не приводит. Вот бесполезно это делать. И это, ребят, здорово. Вот с моей точки зрения это здорово. Это не говорит о том, что какой-то прагматичный научный подход плох. Нет, это здорово всегда. Очень хорошо, что у нас есть люди, которые пытаются как-то какие-то стихийные достаточно явления привести к какому-то научному хотя бы объяснению. Ну, чаще всего это действительно объяснение и оправдание, скорее, чем научное исследование. Но, тем не менее. Вот. Но, братцы, все-таки жизнь очень разнообразна. Мы с вами говорили уже, что мы все разные. Что даже вот я не перестаю приводить этот пример. Когда мы смотрим на дерево, нам кажется, что все листья на этом дереве одинаковые, но на самом деле нет ни одного листа на этом дереве, который бы повторил рисунок другого листа. Все разное. И даже при видимом однообразии на самом деле мы наблюдаем, что природа любит разнообразие. Нет ничего в природе, что было бы точной копией чего-то другого. И в этом смысле вот эта классификация, с которой мы имеем дело, любая научная работа, которая связана с классифицированием каким-то, она представляет собой, с одной стороны, какой-то позитивный достаточно момент, который позволяет нам оперировать явлениями, объединенными в одну группу. Да? С другой стороны, конечно, эта классификация всегда страдает чем-то. Ну, например, когда, знаете, вот, братцы, пожалуйста, из лингвистики, просто простой пример из языков. Есть такая группа неполноценных глаголов в русском языке. Ну, кто-то, наверное, слышал об этом, кто-то нет. Вот все знают, что слово, например, «побеждать» не имеет ряда форм. Если вот в болгарском «побеждалом», да, там, например, «ше победя» или «победя» или там «победих» там, и так далее. Ну, то есть любые формы вообще, вот какие только можно себе представить, в болгарском языке этот глагол приобретает. Он не является неполноценным. То вот в русском языке в будущем времени единственного числа, там, первого лица, да, вы не можете сказать «победю». Ну, нет такой возможности. Несмотря на то, что некоторые пользуются этой формой, реально в русском языке ее нет. Есть «одержу победу», например, да. И вот такая классификация на полноценные и неполноценные глаголы, с одной стороны, она правильная вроде бы, да, она нам позволяет оперировать вот с такими странными формами. Значит, глагольных разных времен, там, например, в русском языке. А с другой стороны, она все равно не отслеживает всех возможностей русского языка, в том числе таких, как это сказать, вульгарных форм, как «победю», скажем, как ни странно.
или там лайк, ну, например, вот такие вот странные глаголы, которые возникают в славянских языках. Но это тоже совершенно нормально, в принципе. И вот классификации, под которые попадают подобные слова, не всегда выдерживают какую-то критику, да? То же самое у нас происходит, тем более, вернее, подобные вещи мы наблюдаем в классификации боевых искусств. Так, Михаил пишет: день добрый, и вам доброго дня, Михаил. Значит, и продолжаем сейчас по поводу классификации. С моей точки зрения, ну, как мне кажется, опять, лучшая классификация каких-то боевых, околобоевых и псевдобоевых практик именно таким образом и проходит. Именно вот по такому критерию. Когда мы говорим о боевых практиках, о боевых искусствах, то мы говорим о прикладных, о тех боевых искусствах, которые применимы и активно применимы в любой уличной нестандартной ситуации, которая явно отличает от спортивного направления боевое. Я еще раз напомню, где проходит эта разница. Это разница в экипировке, в правилах, в категориях возрастных и весовых. Эта разница проходит в количестве противников, во времени проведения поединка, в вооруженности и невооруженности вашего противника или противников и так далее. Да? То есть, если боевые искусства рассматривают все это вне вот таких правил, ваши противники, во-первых, у вас может быть не один противник, а несколько противников там где-то в какой-то ситуации боевой, чего мы не можем представить в спортивной практике. Вот. У вас не будет никогда скорой помощи рядом, у вас не будет рефери, который разнимет. Ваши противники могут быть вооружены, не вооружены, они могут быть тяжелее, легче вас, там, выше или ниже вас, и так далее, моложе или старше вас и прочее подобное. То есть в этом смысле, конечно, вот тут вот проходит у нас четкая грань между боевыми искусствами и спортивными практиками. И вот в этом смысле, когда называют боевыми искусствами не боевые, а спортивные вот эти вот направления, то, конечно, это, во-первых, большая ошибка, а во-вторых, большая ложь просто. И когда вот UFC, ну и когда ММА называют вот это вот mixed martial arts, микшированные, смешанные боевые искусства, ну нет, это не боевые искусства, это единоборство вообще-то. Чем они там смешаны? Ну, смешали борьбу и ударные практики, и поэтому они микст. Но вот боевые искусства, они изначально микшированные. Мы там имеем дело и с борцовскими, и боевыми, ну, в смысле, ударными практиками, и не только этими, да, мы уже с вами об этом говорили. Вот. То же самое, допустим, со спортивным карате, со спортивным тэквондо и так далее, другими спортивными практиками. Когда их начинают называть боевыми искусствами, это абсолютная ошибка, и человек, который так говорит, очевидно, не ориентируется в теме. Да? Михаил пишет: Винни-Пух пытался в переложении Захадера: победю и жару, и мороз, лишь бы медом был вымазан нос. Ну да, совершенно верно, да. Это вот к лингвистическим формам различным и классификации их, да? Окей. Таким образом, вообще, когда мы говорим о боевых искусствах, еще раз, мы говорим о прикладных практиках, которые в бою именно работают, которые выводят противника из строя и, как правило, не на время, там, на нокаут какой-то и так далее, а, в общем, наносят достаточно серьезные, иногда необратимые какие-то последствия, да, это и все имеет. Значит, какие-то околобоевые, это как раз спортивные практики. Ну, например, если мы говорим о китайских, там, в том числе вошедших в олимпийские программы, это ушу таолу, ушу саньда, это постспортивные, вернее, не постспортивные, это спортивные, постбоевые, околобоевые какие-то практики, такие как спортивное тэквондо, спортивное карате там, и тому подобное, джиу-джитсу спортивное, например, да, и прочее. Это вот как раз околобоевые практики. Это практики, которые, ну, технически содержат, вернее, когда-то содержали боевой арсенал, потом боевой арсенал этот был утрачен, полностью отрезан, потому что шоу должно продолжаться, потому что нельзя наносить увечья, значит, вашему оппоненту.
Вот, и поэтому, конечно, это уже не боевые практики, оставившие все боевое где-то за бортом, но около боевыми они являются, и именно на этом основании у нас появляются постспортивные еще практики, такие не входящие в Олимпийские игры, но базирующиеся как раз вот на этом спорте, на том, что уже утратило боевое значение, но все еще может быть так или иначе применено в реальной практике, да, такие постбоксерские, как правило, направления, и которые на сегодняшний день чаще всего именуют как самооборона. Правда, сами себя эти самооборонщики могут именовать как угодно, иногда они действительно так и называют себя, это честно и правильно, это самооборона, это постспорт, околобоевые какие-то практики, которым пытаются привешать еще какие-то боевые, чаще всего выдуманные, ну типа ткнуть в глаза, вот уже и типа боевая практика, да нет. Еще далеко не боевая. Или там пнуть в коленку, ага, если в спорте это запрещено, а у нас типа разрешено, то типа вот оно, смотрите, боевое искусство. Да нет, это тоже ошибочно. То есть по одному такому действию, или по двум, или по трем таким действиям нельзя судить о какой-то практике, как о боевой. Тем более, что само по себе такое действие в отрыве от других постспортивных вообще не играет никакой роли. Нет связи между постспортивными, вычищенными от боевого аспекта практиками и какими-то привнесенными туда снова боевыми. Это все равно, что, братцы, ну, например, скажем, у нас есть автомобиль и у нас есть комбайн. И то, и другое вроде бы является, ну, условно какими-то вещами, которые могут перемещаться, какими-то, ну, условно, транспортными средствами. Только одно сельскохозяйственной техникой является, а другое там дорожной какой-то транспортной техникой, да. Вот. И после этого, например, сравнивать эти вещи между собой, ну, понимаете, да, в скоростном диапазоне, на хорошем шоссе, понятно, что автомобиль, там какой-нибудь замечательный паркетник, ну, конечно, просто даст колоссальную фору комбайну. Но в то же время функцию трактора или комбайна какой-нибудь Феррари не может выполнить. Потому что просто увязнет в грязи, например, в поле, да и не сможет тащить за собой плуг или вращать там какую-то сеялку, веялку и так далее. То есть понятно, что когда эти вещи расходятся между собой, потом совместить их между собой и попытаться между собой сравнить в неподходящем каком-то ракурсе, ну, это бессмыслица, это скучно, глупо, ошибочно и прочее подобное, да. Вася Васин пишет. А это, кстати, очень распространенное заблуждение у спортсменов. Дескать, вот сейчас будем бить в глаза, горло, паха, теперь мы боевые. Ну да, конечно. Конечно, это ошибка большая, потому что то, как это выполняется в боевых искусствах, в боевых практиках, это все перевязано между собой с другими действиями. Просто ткнуть в глаз, просто ткнуть в горло, просто пнуть в пах или там или еще куда-то. Ребят, это просто, если у вас человек полностью привязан и обездвижен. Тогда это просто. В реальной практике, когда вы с ним сражаетесь, во-первых, попробуйте это сделать, если, конечно, сможете. Ну, там, в пах-то ладно, ума много не надо, а вот остальные вещи какие-то достаточно более серьезные, чем даже перечисленные, значит, ну, едва ли вы выполните не только потому, что у вас для этого нет арсенала, кроме самого вот этого тычка какого-то нелепого и все. Дополнительного арсенала нет никакого, вы к этому не готовы. Но и кроме этого, конечно, в любом бою вы будете выполнять то, на что вы уже себя затачивали. То, чему вы учились. Вы не можете генерировать в экстремальной ситуации то, чего вы не знаете и не умеете. Это нереально. Это попробуйте, вот, например, забраться на какую-нибудь высоту и встать на краю, значит, там, скалы, на краю, не знаю, крыши, например, и так далее. Если вы не являетесь монтажником-высотником, большинство людей к определенному возрасту утрачивают вот эту вот возможность, у них появляется страх высоты и так далее, и вы там не можете справиться с этим обстоятельством. Многие люди так и падают буквально с таких высот, именно потому что нет навыка даже какого-то обнаружения себя в такой экстремальной ситуации. Вы не знаете, как поступить, да? Вот такая вот история. Поэтому, когда мы говорим о боевых практиках, там же то же самое у нас. Мы не можем там делать что-то, на что мы не заточены, чему мы не учились, чего мы не умеем и так далее. И поэтому любая практика, в которую попытались привнести якобы что-то боевое, но реально это постспортивная практика, значит, она, естественно, является очень хромой уже сразу. Просто изначально.
Вот. И когда вы навешиваете на постбоксерскую или постборцовскую практику, пытаетесь навесить какое-то навершие из боевой практики, ну, пальцы себе переломаете, например. Или там, я не знаю, что там, выполняя бросок, значит, не добьетесь необходимого результата, потому что вы его выполняете так, как делают это в спорте, например. А в боевых искусствах броском вообще все должно заканчиваться. Его не надо потом дальше мять вашего противника, добивать дополнительно даже не надо и так далее. Да? Потому что сам бросок, ну мы уже с вами говорили об этом, сам бросок должен его травмировать, например. Вот. То есть это совершенно другие подходы, совершенно разные. И, конечно, мы этого не увидим ни в спорте, ни в постспорте. И в этом смысле, мне кажется, вот такое деление на боевые, околобоевые и, конечно, псевдобоевые направления, это правильное деление. И вот псевдобоевые – это, братцы, вот как раз выдумки, но выдумки еще хуже, чем постспортивные практики, вот эти самооборонные, самоделкинские какие-то. Вот псевдобоевые – это когда вы наверняка знаете очень много представителей псевдобоевых таких направлений. Я даже сейчас говорить не буду, потому что опять это я не хочу там за глаза о людях говорить, которых вы хорошо в том числе знаете, которые появлялись и на этом канале в том числе, да. Это люди, которые в качестве базовой основы берут боевое искусство, но нигде этим не занимавшись, или съездив 3 раза там, на 2 недели там, куда-то в Китай, бог его знает, или где-то в Корею, там, или бог его знает куда-то еще, да, значит, эти люди начинают пересоздавать боевое направление. Вот боевое искусство создавалось веками, причем веками создавалось людьми, во-первых, образованными, во-вторых, передающими это боевое направление с поколения в поколение и организующими его все лучше и лучше, например, да, вот. А тут один человек считает, что да фигня какая, чем я хуже других, я сейчас за 1 месяц воссоздам, трындец боевое искусство. Вот. И такой человек берет, например, за основу там байхэ, как он себе его представляет, и мало того, начинает еще другим преподавать, да, например. Это вообще волшебство. Это вот называется псевдобоевые искусства. Они не работают. Значит, в таких клубах псевдобоевых, вот, кстати, в качестве лайфхака тоже, если вы ищете для себя какой-то боевой клуб, там хотите заниматься боевым искусством и так далее, да, вот вы приходите в боевой какой-то клуб и видите, что там гоняют только, например, тао или ката или пумсе, и каким-то бункаем там занимаются, расшифровкой как бы этого тао. Никаких боев там нет, ни еще что-то, а бои, знаете, какие проходят? Только для тех, кто уже отзанимался там 3 года, например, да, и в ринге прямо они проходят в экипировке, и там видно, что там на самом деле ребят занимаются не байхэ, а боксом просто. Вот это вот называется псевдобоевое направление. И о нем так и надо судить, и не надо считать, что это вот боевое искусство. То, что эти люди дискредитируют боевое искусство, ну бог с ними, а что нет-то? Мы все имеем право, в том числе, на подобные ошибки. Но это не боевые искусства. Это вот вам в качестве такого еще дополнительного совета вот обращать внимание на такие вещи. Да? Окей, Роуд пишет. Расскажите что-нибудь про энергию в боевых искусствах. Можете дать определение энергии? Вы серьезно? У нас тут приходила одна дама, которая входит в узкий круг таких псевдобоевиков, как раз, которые боевыми занимаются практиками. Она тоже тут писала про энергию. И у нее там что-то и про заземление было даже, и про какие-то еще там энергии такие. Ну, в общем, это люди, которые занимаются вот этим волшебные пассы, такие джедайские, да, от чего должны падать целые войска там, значит, противника. Вы, наверное, об этом тоже, Роуд, пишете, да? Я не знаю даже. Значит, если кратко, когда мы говорим об энергии, которая в боевых искусствах, например, китайских, звучит как цэ, как ки звучит в японских там и так далее, речь идет о дыхании, не о волшебной энергии, тем более какой-нибудь электрической или джедайской силе какой-то, а речь идет о дыхании. И я еще раз просто напомню то, что говорил уже многократно, Роуд, и специально для вас вы можете провести над собой эксперимент. Возьмите и пробегите 3 километра, например, ну или там 5 километров, например. Вот вы бежите и попробуйте дышать по-разному. Попробуйте дышать так, чтобы короткий вдох, длинный выдох. Попробуйте дышать так, чтобы длинный вдох, короткий выдох. Попробуйте дышать часто.
Попробуйте дышать медленно, растягивая это дыхание. И обратите внимание на состояние своей психики, своей нервной системы и на то, как вы будете бежать при этом. Вот что-то из этих видов дыхания, примитивных причем, видов дыхания, отразится позитивно на вашем беге, а что-то отразится негативно. Вы будете задыхаться, вам будет трудно вообще бежать дальше, и так далее, и так далее. Вот вам простой пример того, что такое ци, что такое энергия. В первую очередь это вопрос дыхания. И то, что вот сейчас называют цигун, это неправильное название, вообще это называется нейгун, и это работа диафрагмой как раз. Это то, что в боевых искусствах изучается как отдельный раздел боевых искусств, это не является боевым искусством нейгун, а является разделом боевого искусства. И в уважающих себя клубах обязательно нейгун практикуют, за исключением отдельных боевых искусств. Ну, например, нет такой практики в Винь Чунь. И это нормально совершенно, нет такой практики в Винь Чунь. Но во многих других боевых искусствах, в большинстве боевых искусств есть такая практика, нейгун. Вот. И в уважающих себя клубах обязательно это практикуют. И в первую очередь, я еще раз напомню, нейгун работает на вас каким образом? Вы, во-первых, перестаете задыхаться. Вы не ведете спарринг в течение 1 или 2 минут, как в спорте. В спорте там дальше не могут просто, да, задыхаются, просто не могут. И мало того, 3-й раунд обычно это вообще висят друг на дружке и там что-то такое делают уже совершенно далекое даже от спорта, мне кажется. Вот. В боевых искусствах у вас такой возможности нет, вы не можете себе позволить 2 минутки всего сражаться. Еще раз, боевые искусства берут свое начало из масштабных баталий. Масштабная баталия не длится минуту или 2. Несколько часов, иногда целый день вам надо сражаться. И не падать. Если вы упадете, вас затопчут, заколют, убьют там, и так далее. И вот для того, чтобы в боевых искусствах вы имели возможность сражаться долго, ну хоть сколько-нибудь долго, хотя бы 15 минут, но желательно час, конечно, без остановки, причем я еще раз говорю о спарринге непрерывном, там, например, да. Вот одна из целей нейгун – это вот именно такая ситуация, когда вы, наконец, не задыхаетесь, когда вы дышите достаточно нормально и так далее. И именно это имеет дополнительное оздоровительное значение. У вас хорошая вентиляция легких, у вас хорошее кровоснабжение там, и так далее, начинают органы по-другому немножечко работать, чем при сидячем образе жизни и прочее, прочее. Они начинают кислородом достаточно хорошо снабжаться. Вот что происходит, когда вот нейгун вы занимаетесь в том числе. Но сами по себе волшебные пасы и вот это вот вся канитель, я сейчас подышу, вот так вот плавно ручками сделаю, и будет волшебство какое-то, я всех одолею тут. Нет, это так не работает, это не нейгун. Это вот как раз псевдобоевые практики. Вот. Так, Роуд пишет, Дмитрий Черносвитов утверждает, что раскрыл в себе энергию. Ну, есть такое понятие, действительно, оно существует, и когда вот вы нейгун занимаетесь, в первое время вполне может быть, что вы занимаетесь впустую. Но в какой-то момент начинает все работать не на уровне ощущений, я вот почувствовал себя как-то, да, не на этом смешном уровне, а на уровне, когда начинает это работать так, как должно работать. Когда у вас рабочие поверхности, которые раньше травмировались, например, уже не травмируются, да, когда вы бьете там во что-то, например, да. Вот почему на нейгун, вот я, например, я показывал, да, там черепицу там разбиваю, там в железный столб калачу, например, еще что-то, да. Вот. Это благодаря нейгун в первую очередь. Конечно, укрепление рабочих поверхностей в том числе, но нет укрепления рабочих поверхностей без нейгун. Это невозможно. Это должно быть сопряжено еще с работой диафрагмы. И в этом смысле, ну да, действительно, есть какой-то барьер, когда у вас что-то не идет там в нейгун, но потом раз так, хоп, и все получается, да, когда вы наконец начинаете понимать, что и как надо делать. Вот. Но да, такая история есть. Но еще раз, это не значит, что на уровне ощущений, волшебных пасов, там, чудовищного дыхания какого-то и что-то еще. Так, Вася пишет. Проблема в том, что вот такие бесконтактники дискредитируют нейгун, из-за чего у людей об этом негативная ассоциация. Да, совершенно верно, с одной стороны. А с другой стороны, ребят, ну мы же с вами тоже не лыком шиты, наверное. Я так думаю, что вы умные люди с критическим мышлением. И в состоянии все-таки отвечать на какие-то вопросы, которые у вас возникают, и отвечать не чужими мыслями, когда вы просто копируете чужие мысли и их повторяете, продолжаете тиражировать чужую глупость, например, да,
А когда вы все-таки пытаетесь понять, что из чего вытекает, что есть что и так далее, да, и сразу видите, именно на этом фоне вы сразу видите, вот эти вот ребята у нас дискредитируют боевые искусства, и бойцами вообще не являются и не могут быть даже. Вот. А вот эти вот ребята, ну да, это реальная боевая практика, да, это вот прям видно, вот, на основе боев, а не волшебных ощущений каких-то и так далее, да. Я думаю, что так. Так что то, что там дискредитируют боевые искусства, ну и пускай дискредитируют. Я уже говорил даже, что это защита от дурака. Нам в боевых искусствах не нужны случайные люди. Я считаю, что, знаете, вот если человек хочет заниматься шахматами, пускай он шахматами занимается. Зачем ему боевые искусства? Если человек хочет на стройке работать, пусть он идет на стройку, работает. Он хороший, может быть, штукатур, там, я не знаю. Вот. Зачем ему быть бойцом? Не все рождаются бойцами. У нас бойцов вообще очень мало. И слава богу, что есть такие дискредитаторы боевых искусств, они являются таким барьером от случайных людей. Слава богу, вообще. Так, Богдан Лидович пишет, пропадение армии улыбнуло. Могу один прикол по жизни рассказать. Правда, не пропадение армии, но... Расскажите, пожалуйста. Роуд пишет, он говорил, что именно чувствовал себя, как энергия хлещет из его живота, и тряслись руки в течение недели, и без применения дыхательных практик. Ну, такой вот тремор, не только рук, а и в других частях тела, он тоже возможен при нейгун, при определенном. Вот, ребят, если вы таким, знаете, достаточно жестким нейгун занимаетесь на свежем холодном воздухе, вот зимой в горах, например, вы попробуйте, вполне возможен вот этот вот тремор. Это вполне объясняется физиологией человеческого тела, и в сущности, это нормальный физиологический процесс. Но это не значит, что от нейгун прямо у вас вот постоянно так вы ходите, и там ручку держать в руках не можете, писать не можете там, и так далее. И ощущение энергии, я не знаю, про какие ощущения кто говорит, я даже не буду сейчас это рассуждать. Как вы знаете, я не люблю говорить о людях, не присутствующих здесь, там, за глаза там, и так далее, поэтому ничего этого комментировать не буду. Но вообще... Вот этот вот нейгун, вот это вот то, что называют сы, там, например, да, это не на уровне ощущения, не на уровне фантазии, конечно, это на уровне физиологических изменений. Это когда у вас появляется колоссальная энергичность, например. Если вам этого необходимо, при помощи нейгун вы этого легко достаточно добиваетесь, вы на энергичности достаточно большой работаете, как на некоторых даже таких препаратах медицинских, опять не говорю об этом специально, вот, но кто пробовал какие-то медицинские препараты, знают, есть такие, которые там бодряки такие, да, вот, так вот, это достаточно легко достигается при помощи нейгун, если вам необходимо, или наоборот, вы можете себя успокоить, там, например, то есть не бодряки уже, а вот эти ништяки какие-то там, как бы употребить. Вот. Все это просто биохимия обычная. Если вы умеете воздействовать на свой организм не при помощи химии, а при помощи своей собственной биохимии, ну, вы вполне можете добиться подобных же результатов. Да? Такая вот история. То есть там история с пониженной чувствительностью к боли, например, это все тоже к нейгун относится, да. Когда мы говорим о железной рубашке, о том, что вот я, например, могу принимать там любой силы удара, там, например, да, значит, при помощи нейгун, это говорит не о том, что у меня ощущение есть, что я могу это делать, а о том, что это проверено в реальности, это так работает именно. Я, помните, говорил о том, что существует ряд, существует возможность таких спаррингов, необходимая для каждого бойца, когда вы проводите спарринг так, что вы принимаете на собственное тело все атаки, держите эти удары, да, и так далее. И у вас не остается там ни кровоподтеков, конечно, ни синяков там и прочего подобного, но это опять, это как результат вашего нейгун, вашей практики, например, а не как ее начало только, да. Вот. Одну секунду. Васин пишет Роуду насчет того, что без применения дыхательных практик это неправда. По-моему, он как раз говорил о дыхательных практиках. Ну, может быть, братцы, я не очень в курсе, окей. Роуд пишет, могу ошибаться, но точно говорил про дзен-йогу. Ну, окей. Мы сейчас о йоге не говорим, да, мы сейчас говорим о боевых искусствах. Все-таки, согласитесь, разные немножечко вещи. Так, Олег пишет, дзен-йога и есть вариант нейгуна. Окей.
Пусть это так будет. Мы знаем много очень практик, которые строятся на дыхании, вот на пранаяме, там, например, какой-то и так далее. Но опять к боевым искусствам это отношение не имеет. Давайте вот просто четко совершенно определимся с этим. Богдан Левит пишет: как-то сыну посоветовал посмотреть фильм «Обреченный на одиночество». Фильм о Мустафе Яме, первый фильм в СССР, крутившийся в кинотеатрах. Так вот, после просмотра сын сказал, что тоже хочет, ждем продолжения, тоже хочет, наверное, заниматься, да, этим. Вася Васин пишет: ну так йога как раз оказала влияние на Нейгун, по крайней мере на шаолиньский. Не совсем так. Бодхидхарма был кшатрием, он выходец из сословия воинов, принявший буддизм и стал распространять, человек, который распространял буддизм, в том числе в Китае, причем неудачно его распространял, именно поэтому он с юга на север дошел до самого севера, и только в Шаолине, в этом монастыре, более-менее ему удалось, значит, распространить идею буддизма. Оттуда началось это движение буддийское. Вот. Что касается Нейгун, то пранаяма, которую мы знаем из йоги, она действительно существовала в боевых практиках кшатриев. Вот. Но еще раз, братцы, я хочу напомнить, очень важно помнить о том, что каждая технология служит собственным целям, и не надо из комбайна пытаться сделать самолет, да, и из самолета комбайн, ну, получится фигня. Поэтому то, что служит своим целям в йоге, не сослужит службу в боевых искусствах. И наоборот, то, что нам служит для боевых целей, не годится для там, целей йоги, например. Ну, за редким исключением, я не берусь утверждать вообще обо всем, но, тем не менее, чаще всего именно так. Еще раз, ребят, не смешивайте самолет и комбайн, да? Хорошо. Вот, и буквально еще несколько слов о классификации. Мы продолжаем эту тему, продолжаем говорить о классификации боевых искусств. Мы уже сказали о боевых искусствах, об околобоевых практиках или спортивных практиках и постспортивных практиках, которые чаще всего называют самообороной, а очень часто называют совершенно другими уже именами, и как только не называют, и на китайский манер, и на японский манер, и кулаком таким-то, кулаком таким-то, кулаком таким-то, не имея никакой связи на самом деле с боевыми искусствами, которые носят такие названия. Ну и так далее, и так далее. Окей, это вот такие направления самооборонные какие-то, или условно самооборонные, нередко даже и псевдо самооборонные, например, да, какие-то в том числе и бесконтактные, какие-то волшебные бывают. Так, одну секунду прочту. Богдан Левит продолжает про сына. Он имел в виду разгонять волны руками. Там момент, они с учеником выполняют кота на берегу моря. Как объяснить ребенку, смотревшему Гарри Поттера, что это не волшебник и не волшебные пассы? А, вот вы о чем. Совершенно верно. К сожалению, кинематограф, принятый за чистую монету, действительно творит с людьми какие-то удивительные вещи. Я еще могу понять, ребят, советского человека. Я сам родился в Советском Союзе, и я помню, что вот то, что издано в газете, это прям вот считалось нормой какой-то. То, что сегодня утверждает одно, а потом совершенно другое, почему-то никого не волновало. Вот сегодня сказали, что белое – это черное, и все согласились. Это истина в последней инстанции. А потом сказали, черное – это белое, вернее, там белое – это черное – это белое, там, и все, и все тоже согласились. Вот. И то же самое было с кинематографом, когда кино показывали, уж когда появились западные на VHS-кассетах вот эти вот фильмы какие-то, там, «Выход дракона», там, вот это вот все. И когда люди это смотрели и принимали за чистую монету, вот эти вот волшебство, в том числе всякое, там, фильмы с Джеки Чаном какие-то, но я не понимаю, что творится с людьми. Я не понимаю, где вот это нормальное, здоровое, критическое мышление. Почему эти люди начинают верить в сказку? Вот когда нам в сказке действительно показывают Гарри Поттера, и он там волшебство выполняет какой-то палочкой, да, вот волшебной, но почему бы вот не выйти и не попробовать? Оторвите палку, помотайте ей в воздухе, будет это работать или нет? Скорее всего, вы даже не пойдете, да, потому что вы хорошо понимаете, что сказка там это одно, другая вселенная, короче говоря. Но когда нам фильмы показывают, и вот это вот волшебные пассы, и падающих из-за этого людей, почему кто-то в это верит? Ну, я не знаю, мне кажется, это уже какие-то
Если ребенок в это верит, это нормально. Дети, они воспитаны на сказках, и они, в принципе, нормально для них верить в любую сказочность увиденного, услышанного и так далее. Да? Потом они станут взрослыми, у них появится тоже критическое мышление, какая-то логика, наверное, и они будут по-другому к этому относиться. Но когда взрослые люди начинают верить в такие чудеса, этого мне не понять, например, и мне кажется, это каким-то отклонением. В лучшем случае это инфантильность просто какая-то, это люди, застрявшие в детстве. И, кстати, действительно, представители каких-то псевдобоевых итераций, вот этих вот псевдобоевых каких-то практик, это, скорее всего, мне кажется, как раз люди, застрявшие в детстве, такие инфантильные граждане, которые верят в то, что когда-нибудь, вот если он 50 лет будет вот так вот делать ручками, то вот через 50 лет потом раз так и будет волшебство у него какое-то. Он всех победит вот каким-то коварным взглядом, например, или вот пасом руки каким-то. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, здоровый человек в такие вещи верить не будет, конечно. И заниматься такой ерундой тоже не станет, да? Для этого есть боевые практики, мне кажется. Ну, окей. Так, Роуд пишет. Что можете сказать насчет практик концентрации внимания? Так называемая наполненность, если знаете, что это. Слушайте, я могу ошибаться, этим термином можно назвать что угодно, но наполненность и концентрация внимания – это в моем представлении это разные вещи. О концентрации внимания мы с вами уже очень много говорили на этом канале, можно там обратиться к старым стримам, мы много говорили, и есть у нас целый ряд видео, посвященных именно вниманию. Кстати, на втором нашем канале, LaoFan, насколько я помню, там было достаточно много материалов по вниманию как раз. Кому интересно, можете туда перейти, там это найти. Вот. А вообще, действительно, да, от нашего внимания зависит все, что мы делаем. И понятно, что мы не делаем того, чего не замечаем. Вот помните, даже я предлагал такую простейшую практику, если хотите медитационную, если хотите поведенческую, когда вы, значит, выходите из своего дома, из своего подъезда, из своей квартиры, вы чаще всего не замечаете того, что постоянно вам сопутствует. Те же здания, та же листва, те же деревья и так далее, вы их уже не замечаете. И я предлагал, выйдя из подъезда, например, остановиться перед первым деревом, которое вы увидите, или первым предметом, который вы увидите, перед первым автомобилем, который вы увидите, и тщательно его рассмотреть. Это практика, которая позволяет вам сделать один маленький шажочек к тому, что такое вообще управляемое внимание. Вот. Дело в том, что да, действительно мы не замечаем очень многого, а в боевой практике это, ребят, фатально. У вас глаза устроены таким образом, что вы покрываете диапазон там, 180 градусов максимум. Вы не видите того, что за спиной. Правда, вы можете это слышать и чувствовать, но это уже несколько другая история. Так вот, понятие внимания для боевых искусств – это распределенное внимание. Это когда вы пасете всю территорию на 360 градусов. И не только в одной плоскости, но и в объеме. Вы еще должны хорошо представлять себе, что над вами и под вами происходит, да? Потому что это тоже может быть фатальным. Там в боевой практике, например, под вами ступенька, а вы ее не заметили. Ну вот и здрасте, как говорится. Вот такая вот история. Поэтому управление своим вниманием – это важная часть. У нас, кстати, кому интересно, на втором канале, вот опять на LaoFan, вышла целая серия, там не помню уже сколько, ну достаточно много уроков, посвященных медитации. И не только медитации, там аутогенные тренировки, релаксации, там начинается с релаксации, потом аутогенная тренировка, потом медитация. И вот как раз в курсе аутогенной тренировки там очень много заложено такого, что связано с управлением своим вниманием. Да? Вот кому интересно, можете туда, например, перейти и там это все найти. Окей. Вот, так что по поводу наполненности и концентрации внимания, ну, для меня это какие-то вещи немножечко не пересекающиеся. Окей. Роуд пишет, я не писал про уничтожение армии какой-то и энергии и прочее. Это вы сами придумали. Ну да, это я сказал о том, что кому-то представляется, что волшебным пасом можно целую армию перебить, и это смешно. Это я так сказал, да. Так, Богдан Лебедь пишет, ну слава богу, сын вырос сейчас, уже понимает, 21 год ему уже. Хотя фильм-то до сих пор нравится, особенно момент схватки Аямы с быком. Ну да, окей. Я тоже, кстати, недавно пересматривал этот фильм, да.
Так, окей. Богдан Лев пишет, но фэнтези любят больше, как и все нынешнее поколение. Ну да, конечно, это же все-таки такие фантазийные вещи, они позволяют создать альтернативную реальность, вернее, в ней побыть. Это когда существующая реальность не очень нас устраивает, хочется немножечко побывать в альтернативной реальности. Кстати, между прочим, есть такие виды даосской медитации, которые как раз точно так же работают. Они позволяют человеку сбежать от реальности, перейдя в такую виртуальную реальность, как бы, да? Такая вот история. Так, окей. Вася Васин пишет, то, что фильм нравится, это пусть так и остается. В сказке нет ничего плохого. Главное, чтобы он не считал сказку истинной. Ну, конечно. Я сам люблю фильмы дзидайгаки, фильмы о самураях, хотя понимаю, что много чего романтизировано в них. Я, кстати, тоже очень люблю, и я уже говорил, что вот осенью особенно я люблю пересматривать именно фильмы о самураях, и, как правило, классику пересматриваю уже известную, но и новые фильмы, которые возникают в этом потоке, я тоже смотрю. Кстати, мне очень нравятся фильмы и документалки о якудзе, при том, что сам криминалитет мне не нравится, и мне не нравится очень много, что вокруг этого крутится, но вот этот вот, как это сказать, этот небольшой шлейф, пусть небольшой шлейф, но все-таки такого постсамурайства, он мне немножечко кажется интересным, например, да? Окей. Ну вот, братцы, мы с вами поговорили немножечко о классификации боевых искусств. Если у вас есть вопросы, любые абсолютно, которые соотносятся с этой темой или с любой другой, начиная от боевых искусств, заканчивая жизнью в Болгарии, например, я готов ответить на эти вопросы. Да, кстати, на прошлом стриме я говорил, что есть пара объектов недвижимости, которые вот продаются недалеко от меня, вот прям буквально здесь на соседних улицах. Вот, значит, все, естественно, остается в силе. Я обещал, что я сделаю даже видео на эту тему. Вот скоро, буквально там через пару дней, выйдет видео, как раз где вы увидите эти объекты недвижимости, кому это интересно, например, да. Это вот по поводу жизни в Болгарии, если интересно. И там же, кстати, в описании к этому видео, там будет написано все вообще, наверное, что можно сказать об этом месте конкретном и об этих объектах недвижимости. Опять, кому это будет интересно, например. Окей. Да, братцы, еще раз хочу напомнить, давайте я сейчас перейду в другой режим, одну секундочку, вот в такой режим, потому что вы там уже по второму или третьему разу, наверное, все посмотрели. Окей, еще раз хочу просто напомнить, что на нашем канале есть еще книги, связанные с боевыми искусствами, достаточно много книг, кому это интересно, вы можете перейти вот по ссылочкам внизу, в описании, там вот книги по боевым искусствам, например, да. Вот, там откроются другие видео, в описании к которым будут уже ссылки на эти книги, которые выложены на различных ресурсах. Вот, кому, значит, интересна еще и теория какая-то, теоретически какие-то основы боевых искусств, в том числе традиционных боевых, вне всяких вот этих фантазий, вне всяких домыслов и прочей какой-то пурги вот этой вот бессмысленной. Вот, можете обратиться к этим книгам. Книги короткие, они практически брошюрного плана, за исключением там буквально пары книг, которые представляют собой более объемные, обширные какие-то сведения. Вот, так что вот кому интересно, можете в том числе, значит, к этим книгам обратиться. Я об этом напоминаю просто почему? Потому что это все писалось для вас, это все писалось для тех, кому интересно боевые искусства в тех или иных ракурсах. Например, там много достаточно и по теории, и по практике боевых искусств, да, то есть у нас вот достаточно много книг, целая библиотека уже создана. Как я уже и говорил, в принципе, канал существует для того, чтобы тому узкому кругу людей, которым интересны боевые практики, а не вот там что-то еще, именно этим людям, собственно, и посвящен этот канал, он именно к вам адресован. Значит, здесь есть уроки по боевым искусствам и достаточно много сведений по теории боевых искусств, книги вот эти вот есть, например, ну и так далее, и так далее. Окей. Так, Вася Васин пишет, ну, на бойцов и хорошую технику всегда приятно посмотреть, особенно если учитывать тот факт, как много фейковых бойцов. Ну да, совершенно верно. Алексей пишет, добрый день, и вам доброго дня. Легко ли давался болгарский язык? Легко давался, но, значит, братцы, кому интересно про болгарский язык, я сейчас кратенько буквально пробегу, я понимаю, что эта тема не всем интересна, поэтому я быстро. Значит, смотрите, прежде чем вообще переехать, эмигрировать в Болгарию, да, я рассматривал Таиланд, Польшу
Чехию, Испанию. Все ли? Мне кажется, еще что-то я рассматривал. Братцы, уже сейчас не могу вспомнить, но есть ряд стран, которые я не рассмотрел, ну, по разным причинам тоже, например, по причине несколько другого менталитета, по причине того, что там есть сложности с натурализацией какой-то, допустим, еще что-то, да, и плюс к этому еще вопрос бюджета. Это тоже важный вопрос. Если вы эмигрируете, да, я надеюсь, вы понимаете, что вы там на один свой рубль, допустим, или на 1 евро, вы хотите купить больше чего-то, да, чем, сказать, это возможно, там в одних странах можно купить больше, в других меньше, да, вот. И это тоже важный критерий для переезда в ту или иную страну. И это не только вопрос там социальной защищенности, скажем, какой-то, это не только вопрос там еще что-то, еще. Ладно, я удалился. Значит, в принципе, когда мы остановились с моей семьей на Болгарии, я просто купил себе простейший учебник болгарского языка, скачал левые курсы аудиокурсы болгарского языка. Вот, и на протяжении где-то года, может быть больше, я не могу точно сказать, я так каждый день понемножечку, совсем понемножечку штудировал это. Но когда приехали мы сюда, оказалось, что, во-первых, в Болгарии очень много диалектов. И эти диалекты сильно отличаются друг от друга. Я об этом уже как-то рассказывал, повторять не буду. Во-вторых, быстрое слушание быстрого тараторящего языка сильно отличается от аудиокурсов, да, на всякий случай. Потом ваше познание в учебном болгарском языке сильно отличается от реалий разговорного болгарского языка. Именно поэтому вот на нашем канале, кстати говоря, вот на этом же, в плейлисте «Болгария» есть целый ряд уроков разговорного болгарского языка. Я специально сделал так, вот для тех, кто хочет в Болгарию, вот посмотрите эти уроки болгарского языка, они сильно будут отличаться от того, что вы найдете в учебниках. Вот. И они позволяют все-таки быстро достаточно преодолеть вот эту вот разницу. Потому что, ребята, еще раз, учебники это, конечно, очень хорошо. Они тоже классифицируют что-то, как-то вам позволяют ориентироваться в языке, но они не учат вас общаться. Поэтому, говоря, насколько легким или тяжелым является болгарский язык, ну, для меня легким. Но для меня, например, также легкий чешский язык. Было время, когда я неплохо, в принципе, достаточно, не то чтобы там сильно прям общался на чешском или польском, польский тоже, вот, но, по крайней мере, я легко смотрел фильмы на этих языках, я мог переписываться на этих языках и так далее. Сейчас просто навык утрачен, но его можно восстановить. Вот. Насколько легче болгарский язык для славян, чем, скажем, французский или английский? Ну, мне кажется, легкий болгарский язык. Еще раз, я просто напомню, что в болгарском языке нет склонений. И то, что мы склоняем там стол, столу, столом, о столе, вот это вот канители в болгарском нет, слава богу. Но в болгарском языке построманский подход к временным формам глаголов. И здесь временных форм глагола такое же изобилие, как в английском, французском, испанском языках, например. Да? Но опять это не должно вас пугать, потому что вы будете пользоваться буквально 3-5 основными временами. Простым будущим, простым настоящим, совершенным, несовершенным видом, там, например, да? И там 2-3 прошедшими временами. Это, все иммигранты именно таким путем идут, куда бы вы ни поехали. Поедете там в Испанию, будет такая же история. Простое будущее, скорее всего, простое настоящее и пара прошедших времен. Там то же самое будет. Вот такая вот история. То есть болгарский вообще-то не сложен. Очень много однокоренных слов. Правда, очень много слов, которые означают совершенно другие вещи какие-то. Вот помните, простейший пример, это вот слово «булка». Булка здесь это невеста, как ни странно, да, например. То есть абсолютно такое же слово, означающее по непонятным причинам совершенно другие вещи. Такое тоже встречается. Таких слов немного на самом деле, вы не потеряетесь сильно. Вот. Так что с моей точки зрения болгарский несложный язык. Вот, так, секундочку. Роуд пишет, что такое медитация для вас? Релакс? Нет. Релаксация – это одно. Аутогенная тренировка – это второе, это другое.
И медитация – это третье, совершенно другое. При этом подходов к аутогенной тренировке существует несколько, к релаксации даже в принципе несколько подходов существует, казалось бы, простейший процесс. Аутогенная тренировка – это тоже разные, разные подходы могут быть. А что касается медитации, там типов медитации даже существует какое-то громадное количество, там несколько десятков по крайней мере. Вот, это все разные вещи. Но перед аутогенной тренировкой обязательно выполняется релаксация. Перед медитацией обязательно является релаксация. Вот. И несмотря на то, что это разные процессы абсолютно, они, тем не менее, вот таким образом последовательно совместимы. Да? Такая вот история. Так, и что для меня, что такое релаксация? Релаксация буквально расслабление. Последовательное расслабление всего тела. Первоначально, вот у нас в уроках, например, на которые я ссылался, уроки медитации, там вот первые уроки посвящены релаксации. Там рассказывается, как последовательно расслаблять свое тело. Причем расслаблять не в смысле там ручки, ножки, это само собой. Там тело туда-сюда. Там рассказывается, как снимать вот эти вот микроспазмы, которые очень энергозатратные, которые постепенно изнашивают ваше тело, которые изнашивают вашу нервную систему. Вот эта вот нестабильность психическая, она нередко связана с микроспазмами как раз. Разные перекосы в теле, они связаны с микроспазмами. За это все отвечает просто релаксация. Этому легко достаточно научиться. Переходите вот на второй канал, смотрите, там все написано, все рассказано. Вот. Значит, а что касается медитации, это другая история. Это уже решение достаточно больших проблем, не связанных только с расслаблением вашего тела, с расслаблением, как это сказать, с релаксацией, в том числе такой mind relaxation, да, когда там, как это, release your mind, вот это, я не знаю, как это сказать, освобождение сознания, да, там, например, да, не только это. Медитация – это уже достаточно направленный процесс, причем процесс направленного внимания. И вот очень часто, например, буддийскую медитацию считают, что это такое, знаете, освобождение от мыслей, например. Ну, да, это так, но только что в буддизме называют мыслями? Это вот отдельная тоже тема, об этом надо разговаривать отдельно и так далее. То есть медитация – это направленное внимание, направление внимания определенное, да, на решение совершенно определенных установленных задач. Ну, например, кстати говоря, если мы будем говорить о учении медитации, так в общем, очень притянутое, очень размазанное и так далее, если мы будем говорить о ученической медитации, то основание такой медитации – это созерцание Будды в себе. Все знают, да, что вообще слово Будда имеет этимологически такие же корни, вернее, в нашем, там, в славянских языках пробуждаться, будить и так далее. Будда – это пробудившийся человек, да, по своей сути. Вот. И с точки зрения чань-буддизма, каждый из нас рано или поздно станет Буддой, да. Рано или поздно мы развяжем все путы вот этого виртуального бытия, в котором мы существуем, этой иллюзии, и рано или поздно станем Буддами, и рано или поздно мы пробудимся. И суть чаньской медитации заключается в том, чтобы созерцать вот этого спящего в себе Будду, чтобы его в себе отыскать, найти и пробудить, по сути. Да? И вот почему я часто очень ссылаюсь на замечательную книгу Хуайнена, значит, которая называется «Алтарная сутра», потому что там как раз очень кратенько, очень понятно, в отличие от многих замороченных сутр, там очень понятно рассказано, что вообще такое чаньская медитация, к чему она ведет и вообще как это все делается, например. Да? Вот такая история. Так что да, медитация и релаксация вообще разные вещи, разнополярные, как, я не знаю, там экваториальная Африка и Северный полюс. Да? Окей. Так, Вася пишет, я вообще считаю, что когда переезжаешь в какую-то страну, то стоит готовиться к изучению местного языка, даже если сложно. Да, конечно, обязательно просто. Нет смысла ехать в какую-то страну, не зная языка. Есть, правда, ряд стран, такие как, например, ну там Дания, например, да, вот я знаю. У нас просто вот датчанин рядом живет, хороший мужик, вообще очень умный, замечательный чувак, вот, датчанин. И он, в принципе, рассказывал, что в Дании нет проблем, туда можно ехать с английским языком. Не обязательно датский знать. В принципе, там хорошо вас поймут на английском, например. Да? Такая вот история. Вот. Есть страны, в которых такое дуолингвал, как бы, не знаю, как сказать, двуязычные такие страны, что ли, да?
Окей. Но в любом случае, да, когда вы едете в какую-то страну, приезжать туда немым человеком, это глупо. Надо стараться все равно как-то подготовиться к этому, плохо ли, хорошо ли, но хотя бы на слух понимать, что делается, что говорится. Если вы хотите в Болгарию переехать, ребят, надо найти хорошие болгарские фильмы, хорошее болгарское телевидение, прямо в сети найдите, там какие-то центральные каналы, они есть точно. Я, по крайней мере, о них знаю точно. Вот. Просто надо посмотреть болгарское телевидение, например, да, чтобы считывать прям сразу с контекста. Там. Обязательно смотрите рекламу. Если вы там на русском, украинском, белорусском языке, например, не смотрите рекламу, ну и правильно делаете. Но когда вы учите чужой язык, рекламу в первую очередь смотрите, потому что там очень простые связки, очень простые слова, вы очень быстро научитесь. Но сначала, конечно, надо чуть-чуть почитать учебник, чуть-чуть послушать аудиокурсы, хотя бы чуть-чуть. После этого приступать вот к этим просмотрам. Вот, потому что живой язык вам придется воспринимать. Вам придется не читать что-то, что вам напишут, а живой язык, во-первых, воспринимать, ну а во-вторых, воспроизводить. Поэтому вот смотрите болгарское телевидение, там рекламу какую-то, постарайтесь это повторить. И сначала это будет трындец как сложно, потому что речевой аппарат ваш устроен совершенно по-другому. В болгарском языке почти нет смягченных согласных, они все твердые, в зависимости от диалекта, с той или иной степенью твердости и мягкости. Вот. Но тем не менее это твердые, и трудно привыкнуть, когда вы читаете, например, там, я не знаю, что какое-нибудь слово, господи, ну, слово 5, например. Вот мы говорим 5, мягкое П там, да, появляется, а здесь 5. И несмотря на то, что пишется П, Е, да, вот это вот там дальше и Т, например, все равно П произносится твердо. Но не может она звучать мягко. А Е, тем не менее, произносится как неютированное Е. То есть а есть Да, разные такие. Ну, то есть вот к этому надо привыкать. Но на самом деле страшного не будет, если вы немножко не так будете произносить звуки какие-то. Это совершенно нормально. Не надо этого бояться, вас все равно поймут, все будет хорошо, вам все подскажут. Болгары, ребята, вот такие на самом деле. И даже если вы плохо общаетесь на болгарском языке, пытаетесь, но плохо общаетесь, это все равно вызовет уважение, ребят. Это не как вы какие-то вот эти вот экспаты, которые приезжают и даже учить язык не собираются, которые приходят и начинают объяснять, чего они хотят в ресторане, там, я не знаю, в кафе, в магазине, начинают говорить: да нет, орать прям, знаете, как с глухими разговаривать: да нет, мне красное нужно, например. Какое красное? Кто тебя поймет на болгарском? Тут совершенно другое слово обозначает слово красный. Червен здесь будет очень похоже на украинский, да, тоже. Ну вот. Короче говоря, такая вот история. Конечно, вам подскажут и помогут, если вы пытаетесь на болгарском говорить. Мало того, с вами будут пытаться говорить на ломаном русском тоже. Это здорово. Я иногда наблюдаю такие сюжеты, когда русскоговорящий какой-нибудь человек, например, на ломаном болгарском еле-еле пытается что-то объяснить, а ему на таком же ломаном русском пытаются объяснить. Вот два человека вот так вот пытаются, но оба упорно. Один практикует русский, пусть ломаный, другой практикует болгарский, пусть ломаный, но это здорово. Это достойно уважения. Вот. Так, окей. Секундочку. Богдан Лебедь пишет: любимый с Томом Крузом «Последний самурай». Это, кстати, первый диск, который я купил после покупки DVD. Да, действительно хороший фильм. И, кстати, моей супруге он нравится. Пару раз мы вместе пересматривали, ей тоже нравится фильм. Ну и мне нравится. Хороший фильм. Ролл пишет: во сколько лет вы переехали в Болгарию? Ну, учитывая то, что мне сейчас 50 плюс, немножечко за 50, а я переехал 8 лет назад. Сколько там мне было? 40 с небольшим, наверное, да? Ну, в таком возрасте. Вася Васин пишет: сам живу сейчас в Японии. Привет из Токио, спасибо большое. И для нормальной жизни осваиваю японский язык. Да, тяжело дается, особенно если учить иероглифы. Но я уже привык. Но это здорово, это здорово. Да, я помню, что вы в Японии живете, это прям замечательно. У меня была попытка такая робкая чуть-чуть обратиться к японскому языку, и если там хирогану, катакану, там, например, ну, достаточно легко выучить, так или иначе, да, то вот иероглифы, например, если китайские иероглифы, они хотя бы, ну, в 50% случаев, они состоят из нескольких частей, и одна из этих частей сообщает вам хотя бы примерно, как читается этот иероглиф, а другая часть сообщает хотя бы, к чему он имеет отношение, да. То в японских иероглифах эта история утрачена, и
Мне, например, сложно именно с этой точки зрения там японскими иероглифами оперировать. Я их запоминаю только по связи с китайскими, да, могу запомнить, не иначе. Да. Так, Алексей пишет, благодарю. Не за что. И я вас благодарю за участие в стриме, за ваши вопросы. Вася Васин пишет, подтверждаю, сам был во многих странах Скандинавии, везде хорошо говорили по-английски. Да, совершенно верно. Еще другие скандинавские страны тоже, ведь в Голландии, по-моему, то же самое, такая же история, да, можно англоговорящему приезжать и спокойно общаться. Не помню, в Швеции такая же ли история, не могу сказать. В Исландии, по-моему, такая же история, да. Я там не был, братцы, но так вот припоминаю рассказы очевидцев, как говорится. Окей. Ну, братцы, большое вам спасибо за участие в этом стриме. Я надеюсь, что мы поговорили практически обо всем. Вопросов, я вижу, пока не осталось. Кстати, если есть желание, хотите, напишите в комментарии к этому стриму. Если у вас достаточно много каких-то вопросов ко мне лично, к боевым искусствам или вопросов, связанных с проживанием в Болгарии и так далее, хотите, устроим стрим, там ответы на вопросы. У нас периодически такие стримы появляются. У меня уже есть целый ряд вопросов, по которым стоило бы устроить такой стрим. Ну, в общем, если у вас есть такие вопросы, поставьте хотя бы плюсик там в комментариях или напишите конкретно, о каком вопросе идет речь, и мы устроим тогда стрим, связанный с ответами на вопросы. Вася Васин пишет, в Швеции также, там англоязычное телевидение работает. Ну, видите, супер, супер. Тут, кстати, в Болгарии такая же история. Тут, помимо болгарских каналов, которых достаточно много, здесь англоговорящие каналы, ну, в смысле, на английском языке есть каналы, иногда на румынском прослеживаются. Раньше прям румынские каналы можно было ловить на небольшом пакете. У нас такой небольшой пакет, у нас там каналов 250, что ли. Вот. И раньше там румынские каналы тоже были, прикольно достаточно, ну, для изучения языка, так просто для общего, как бы, кругозора какого-то. Вот на румынском я смотрел, но сейчас редко включается реклама только румынская, например, иногда на некоторых каналах. Вот. На турецком есть каналы, тоже неплохо. Какие еще-то есть тут? Ну, какие-то еще, братцы. И можно отдельные пакеты тоже подключать, кстати. Да, и российские каналы тоже есть. Вот можно отдельно пакетно еще подключить, там, трындец сколько каналов. Вот, но нам хватает вполне. Мы в основном болгарское телевидение смотрим. Когда смотрим вообще. Вот. Иногда российское телевидение, но не эти вот, даже не знаю, как назвать это. Короче, не... Как же их назвать-то лучше? Не бесноватые каналы, короче, какие-то, давайте так скажу. А такие, ну, более-менее какие-то нормальные. Вот иногда мы смотрим. Например, есть один канал, опять рекламу не хочу, вот, ну, который, в общем, пользуется у нас такой более или менее успехом каким-то, потому что там много каких-то развлекательных вещей и так далее. Ну так, вечерком вот сесть, прилечь, даже посмотреть, иногда прикольно. Вот. А в основном, да, болгарское телевидение, плюс еще дополнительные какие-то, еще можно посмотреть. Да, на французском языке тут есть несколько каналов, вот в моем даже таком не очень большом пакете телевизионном. Есть на итальянском языке каналы. Был когда-то даже на китайском CCTV, вот это вот Chinese Central TV, вот, хороший достаточно канал, прям я его запоем смотрел, но его почему-то исключили потом из общего пакета. Ну, видимо, никто не смотрел, кроме меня, я так думаю. Вот, ну и все, и забыли об этом. Ну, жалко, хороший канал вообще был, но его можно найти вот в сети, например, тоже посмотреть, в принципе, проблемы нет. Так, ну еще раз, братцы, спасибо вам большое за участие в стриме. Я даже не ожидал, что у нас так много будет сегодня. Все-таки я предупредил о начале стрима буквально за 15, там, наверное, минут до его начала, как это часто у нас бывает. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Переходить по ссылкам внизу. Там масса ссылок на ресурсы, содержащие информацию о боевых искусствах, на уроки, на книги канала. Там же ссылка на плейлисты этого канала, где легче сориентироваться в темах боевых искусств, в тех темах и в тех вопросах, которые вас интересуют. Там же ссылка на второй наш канал Вауфон, такой достаточно специальный канал, кому интересно, там вот и о медитации, например, и о Вауфэншуань, и там много-много-много тоже материалов различных специальных. Так, одну секунду. Богдан Левит пишет, я понял, вы хотели сказать не пропагандистские каналы. Ну, давайте я не буду говорить ни да, ни нет, но, в общем, где-то около этого, да? Окей.
И хороших вам тренировок, братцы. Еще раз напоминаю о том, что год предстоящий будет сложным очень для многих людей. И, как видите, события в Казахстане уже показывают это, несмотря на то, что официально 1 февраля, если не ошибаюсь, в этом году начинается китайский Новый год, когда у нас черный тигр как бы свое значение основное приобретает. Но уже даже до этого мы видим агрессию наступающего года, мы видим Казахстан, мы видим колоссальное подавление протестов народных там, вот, и так далее, и так далее. Это только начало, собственно, будущего года. Поэтому, братцы, держитесь. Советы какие-то на этот счет я уже давал в прошлом стриме. Вот, и желаю вам не только хороших тренировок, но и, естественно, хорошего года предстоящего, несмотря ни на что. Счастливо!